поехали. Эх, эх, эх. Я сказал. Здорово, Паскаль. Как ты быстро появляешься, прям оба! Ой, тут как тут? Слушайте, ну мне сегодня, кстати, полегче немножко. О, ну вообще. Нажмите любую клавишу. Так. А прикольно, кстати, сделано, что они появляются, и типа, вон они во всем обмундировании, которое у меня. Это довольно забавно. Одиночно. Вы доехали до Всесвета. С чем я вас всех поздравляю. Стрим будет где-то... Сейчас он договорится. The city has its own mountain of problems to struggle with. The biggest ones being the ever-growing gap between the rich and the poor, an uncontrollable rise in crime, and the Purity of Light's aggressive crusade for new followers. Окей. Стрим будет до 7. В 7 я сделаю часовой перерыв, чтобы немножко это выдохнуть. И в 8 будет лекция. Такие дела. Или сразу, может быть, сразу до 8 будет сразу лекция. Хрен знает, я еще не решил. Так, слушайте, я уберу это, мне уже надоело на все это смотреть. Вообще, как бы неплохо бы, чтобы это вообще не висело мне перед носом. Левел ап. Так, ага. 8-9 у него, все великолепно. Броня у него, кстати, не самая лучшая, тут ничего не сделаешь. Сейчас, подожди. Многослойный тяжелый доспех. Слушай, а у тебя выносливость 5. А что ж я тебе хотел? Что ж я тебе такого хотел? Тебе усиленный чешуйчатый. А что я хотел тебе качнуть, чтобы ты могла... Ладно, нафиг иди. Не буду выпендриваться, все равно не понимаю. Так, Ирия, урам. Урам-пам-пам. У тебя топорик, но у тебя, кстати, ни хрена нет. Щиты Каргота, защитный флампер, который можно... А что у тебя? У тебя клык Зарака. Ну, кстати, флампер чуть быстрее, но он такой себе. Так, это крепкий боевой молот. Точно боевой молот. А, ну вообще у тебя есть точно двуручная палец. Так, это запасной для него. Допустим. А что тебе тогда апать? Силу? Так, давайте до ближайшего магазина доберемся, там разберемся, ладно? Что-то я подумал. Пока обойдемся без этого. Силу. Не, подожди пока. Короче, Всесвет-то вот он. Мы до него доехали уже. Надо Гурену Лангану купить по столу. Так, ну что, давайте потихонечку обыскивать. Здравствуйте, ребята, как ваши дела?
if your life depends on it. Потихонечку будем заниматься тотальным нагибаторством. Если получится, конечно. Так. Связнулся с мини-карьеры. Смешно. Хорошая шутка. Тебя слушать. Ну, это нормально. Это РПГ условности. Условные РПГ условности. Вспомни вообще, в принципе, любой РПГ, где есть какая-нибудь нечисть рядом с деревнями. То есть вот деревни, вот нечисть. Что-то не пойму. А куда я должен? А, во. Wait, you there. Wait, you there. Yes, you. Could you spare a moment? Me? Yes. You're military, aren't you? You must be. I can tell by the way you're walking. Да не вижу я, Паскаль, хватит ржать. Ну не вижу, я слепой, все. Либо указывай, где там ящик, либо это самый ящик же светится же, он же светится, почему-то не вижу, потому что не вижу. Так. Быстрый военный. Former military, yeah. Why do Бесишь. you ask? Well, I don't know how to say this, but I could really use your help. My daughter, Rosa. She Ща, didn't квестки come back from собираем. the river last noon. Now, she Зачем was ты меня always a бесишь? stubborn child, but it's been over a day now, and that doesn't seem like her at all. I'd go look for myself, but as you can see, my legs don't work like they should anymore. По-моему, все свет в прошлый раз прошли. Но не помню как. Так, что вы делаете здесь? What are you people doing out here anyway? Isn't it obvious? Соблялся. Waiting for admission. You're refugees. Yes, Howard folk, to be precise. We made it all the way here just to be told that the city's full. But then again, I get why they're doing this. I really do. Everlight has only so much bread and shelter to spare for strangers with no more belongings. But Rosa gone. That's an entirely different story. Что случилось с твоими ногами? What happened to your legs? I'd prefer not to talk about it. It's a painful memory, as you can imagine. Страж обращался? What about the Everlight Guard? Did you talk to them yet? The guard? They barely have time to keep the city streets safe. They aren't going to waste any on a refugee. У тебя грамотная речь. You're well articulated. May I ask Well what you did before? articulated? Before that bloody war tore everything to pieces, I was a herbalist. But all that, my store, our house, it got burnt to the ground by the rebels. It's strange. My life back then, it doesn't even feel real anymore. You know, we have all these things that we think Мне тройно define нравится us, озвучка. that we think Прикольно. have substance, but they don't. One day you wake up and they're gone. But I'm sorry. I digress. Ладно, All поищу, right, конечно. I'll go see По-моему, if I она can find труп, your daughter. если я правильно You помню. said she went to the river? Yes, to clean out my wrappings. She's around 5 feet tall, has blonde, long Мелкая hair, какая-то. and a birthmark on her right cheek. Thank you, sir. You have no idea how much that means to me. Just find her, please. Что немцы умеют, это в мрачность. Да найдем. Сейчас я квесты пособираю все и там разберемся. Надо в магазин зайти, у нас дело. Ой. На самом деле я сейчас смотрю, как работает рефорс. И мое почтение и оптимизация. То есть я понимаю, что процессор у меня тоже стал лучше. И оперативки больше. Ну, в общем, да, все лучше. Кроме видеокарты. Но все равно на максималках, даже в ситуациях, когда очень много юнитов на карте, вообще просадки FPS нет. Ну вот. То есть, ну, не на карте, в смысле, на экране. То есть там рубка, спецэффекты, взрывы, там еще что-то. Вообще пофиг. Вот в таком бы состоянии ее бы нормально продать. На самом деле. Я тут подумал, короче, попробовал. Сейчас, секунду.
Тут старый ЦП не справлялся. Возможно. Я вот, кстати, думал один момент. Значит, я тут пока суть до дела. Так, пойдем. Will do. Вот это... А, это веревка. Я думаю, это значок над бабой, а это веревка. Господи, какой бред. Так, ну и где ты там ящик увидел? Вот он. Короче... Окей. Так, читаем. Суть в чем? Ну, как, у меня есть уже потихонечку доделанный, то есть, ну, там надо только разместить все. Короче, канал про коммунизм. Я попробую, я, значит, позаписывал пару роликов, пока все это делал по утрам. Помонтировал. Вдруг понял, что я отвратительно работаю на камеру, когда запись идет. То есть, звук голос я могу выдать нормальную интонацию, но на камеру прям вот беда. Я не знаю, в чем дело. Видимо, тренировки нет. Хотя, казалось бы, я стримлю сколько лет и уже, ну изобрази рожу. Ну, какая проблема-то в этом? Не, нифига проблема. Вот, короче, я прикинул, буду тренироваться, во-первых. Во-вторых, наверное, надо тогда начать с того, чтобы на основе тех игр, которые мы с вами проходим на стриме, благо записи и до хранища, сделать пару обзоров на свой основной канал, вместо игровой канал. И руку набить, потому что от того, что я зафакаплю, грубо говоря, какой-то обзор своей кривой рожи, это не страшно, а руку надо набить, наверное. И надо вытащить, у меня где-то какой-то с полок лежит учебник по сцене речи, неплохо бы выучить. Ну, это я так. Всем здорово, скорнитель. Я потом об этом еще напишу в паблик. Да. Будь проклята корона. Эта проклятая война многих из нас оставила ни с чем. Да. Следовало прислушаться к Марии, когда она говорила, что нужно уходить. Но нет. Я же так беспокоился, что мы потеряем урожай, и теперь я потерял все. Когда мятежные маги спалили наш дом и поля, мы наконец-то бежали. Мы добрались до утранской границы с единственным мешком одежды и еды. А оттуда утранские солдаты развернули нас и всех остальных, сказав, что граница закрыта. Когда Мария предложила в обмен на пропуск свое свадебное кольцо, солдаты забрали его вместе с едой и одеждой. Они толкнули нас в грязь и смеялись. Праведный свет здесь. Предлагает кров, лекарства, молитву. Кажется, только им до нас есть дело. Мы думали податься во всесвет, но когда повсюду рыщут лоялисты, нортандерцы и разбойники, у нас нет ни единого шанса снова пересечь Искандер. Вчера... Искандер? Привет, Рэг. Вчера в лагерь, который все разрастается, прибыли новые беженцы. У нас почти нет еды, мы не протянем еще неделю. Но они так же несчастны, как и мы, а я предпочту благодарных друзей, чем завистливых врагов. Серьезная проблема — теплая одежда. Ситуация пока сносная, но что будет зимой, когда подуют пронизывающие до костей ветры, мы будем не готовы. Была и другая семья, такие же фермеры, как и мы. Малышка начала кашлять и умерла, прежде чем мы успели найти лекарство. Они ушли в ближайший лес, чтобы похоронить ее, и не вернулись. Столько страданий и ради чего? Война, которая никому не нужна. Будь проклят лорд Искандер, будь проклята корона. Наша смерть для них просто цифра случайных потерь. Я не знаю, что делать. Что мы можем сделать? Какой у нас выбор, кроме как смириться с судьбой? Да. Так. Какой у вас выбор, кроме как смириться с судьбой? Пойдем в город, короче, там разберемся. На самом деле... Город, кстати, обалденный. Нет, мир пожизнь. В самом деле? Just last night, a whole carriage of them arrived here. And you let them in? Those I did, yep. But that's because that woman leading him claimed to know Farland, the mayor. Didn't believe her at first, but she wouldn't let it go and asked us to send word to him. Well, so that we did. Turned out she was right. The mayor asked to let him in at once and gave him a roof to sleep under. Mysterious world, isn't it? Я не беженец. Well, I'm not a refugee. You know what? I even believe you. And what's your business? Я ищу работу. I'm looking for work. Sellsword, are you? Well, then I suggest you go talk to old Ramsey. He's in charge of the militia. He might have some work for you. Go on inside. Just behave yourself and you'll be fine. Окей. Всесвет, конечно, вызывает восхищение. То есть очень здоровый город, причем очень хорошо нарисованный. Меня тогда еще восхитило.
Опять же, мое почтение за то, что уровни в картах реально разные. То есть смысл того, что, как объяснить, топография местности вертикальная. I didn't think I'd set foot in here again so soon. Have you been here before? A long time ago, yes. That was still during the wars. It looked quite different at that time. I can imagine. I don't like it. Too many people at one place. Просто обалденно, на самом деле, потому что... Кстати, вон там. Ну, потому что, посмотрите, тесные улочки, все как положено. Там бандиты, правда, еще, но мы там разберемся потом. Так, ладно. Так. Не, ну мы будем потихонечку обыскивать. Так, торговец. Торговец это важно. Что за херь? Сколько? 400 рублей. 400 рублей, да, пожалуйста. $6000 за усиленные латы. А это что не так? А, винварский каст доспех от на гнома. В принципе, есть. Каждые 5 секунд персонаж избавляется от всех негативных эффектов. Это охренительно. Так, подожди-ка. Нет. Нет. Да не это, блин. А, очко я уже потратил, да. Не в торговлю ли? Да, левелап не скоро, ладно. Ну ладно, так, это мы берем. Что мы продаем? Вот это мы продаем. Вот это мы продаем. Вот это мы продаем. Доспех горы оставляем, доспех ири оставляем, не знаю зачем. Это... Так. Это не знаю, пока оставим. Yes? Did you ever consider asking the Creators Guild for help? The Mage Alliance. Do you think they could help us? Well, their archives are supposed to be enormous. They might know something worthwhile about the Bloodburn. You're right. Maybe it's worth a try. Так. Но мне вот эта хрень импонирует, конечно. С увеличенным сопротивлением прям красота. Так что, пожалуй, сейчас посмотрим, что еще есть. Что у тебя? У тебя тяжелый шлем уверенности. Короче, этот шлем никому носить, на самом деле. Покупать его не надо. Усиленные латы мы потом, может быть, купим, если я не забуду. Это я просто возьму, потому что я точно ничего не забуду. Так, и оружие. Именное не хочу, мало ли. Точно боевой молот мы оставим. Крепкий. Увеличена дальность. Так, вот это убирать. Могучее копье убрать. Фламберг нам не нужен. Могучий боевой топор нам не нужен, на руках есть. Этот лук оставляем. Пламенный жезл нам не нужен. Крепкий арбалет. Ну, пока оставим, но в принципе вообще-то он там должен, на самом деле. Всякой херни по херне. А, подожди. У него денег не осталось. Применить. Так, пока все. You! Yes, you! Oh, stranger! Would you be so kind and help a wretched man? A terrible curse befell me, and you look bold enough to come to my aid. I cannot eat, I cannot sleep, I cannot smith. You just might be my only hope. You! Yes, you! Sounds, tragic. What kind of curse is it? A magical one? What? Влюбился, что ли? No, it is far worse than that. It is the curse of love.
My sweet Jane and I are kept from each other by our cruel families. I come from one of the most noble elven families. Yes, I might have chosen the simple life of a blacksmith over the comforts of nobility, but that did not stop my father from meddling in my affairs. My father and Jane's family are plotting against us. Our parents' schemes have gone so far that they do not even allow Jane to see me anymore. I am sure it is her father who is behind it. He simply cannot accept my decision to forfeit a noble life. However, I have devised a plan to reunite Jane and me. But to carry it out, I need your help. That man may be odd, but that is some quality craftsmanship. Didn't you say we need a smith for our army? Это, знаете, в свое время, когда первый раз прочитал Ромео и Джульетту, для меня самым главным персонажем Ромео и Джульетты является Меркуцио, несмотря на то, что его убили. И я все время думал о том, что нужно бы как-нибудь поставить фильм про Ромео и Джульетте, но с точки зрения Меркуцио. Потому что, ну, как, я очень сильно ему тогда, я прочитал первый раз Ромео и Джульетту, мне было лет 14 или 13. Вот. И я тогда вот сильно, знаете, feel you, bro, потому что вот представьте с точки зрения Меркуцио Ромео и Джульетту. Значит, у тебя есть младший родственник, практически твой брат, ты с ним постоянно водишься. Ну, в общую компанию ты вливаешь, учишь взрослой жизни и прочее. Он влюбляется в девочку из противостоящей семьи. После чего умудряется устроить ссору с одним из лучших фехтовальщиков, хотя ты тоже неплохо, с одним из лучших фехтовальщиков вражеской семьи, и тебя подставить под драку, в результате которой тебя еще и убивают. Да пошел он в жопу, мелкий засранец. Член в штанах не учили держать? Причем, если учесть, что в самом начале Ромео и Джульетты говорится, что у Ромео уже была баба, и он уже так страдал, на самом деле, он по Джульетте сохнет не по первой, он до этого у него уже была какая-то. И Меркуцио над ним прикалывается. Ну, чувак, ну ты вообще как бы с глузду съехал. Да. Вот три мушкетера с точки зрения Ришелье. Твою мать. Хотя ты знаешь, честно говоря, три мушкетера с точки зрения Ришелье очень неплохо, как ни странно, показано именно в нашей музыкальной комедии. Немножечко совсем, но показано. Когда Ришелье просто, то есть там актерище просто. Опять забыл, кого зовут. Короче, погугли как-нибудь, пир в Ютубе есть. От этого же актера, который играл Ришелье, была кинопостановка незаконченных маленьких трагедий Пушкина. И пир во время чумы, именно вот этот, здравствует царство чумы, читал вот этот актер. Я забыл, кого зовут, у меня все время с головы летают имена. Он охренительный. Ну, он и Ришелье великолепный. Вот в трех мушкетерах наших как раз Ришелье очень такой правильный, ну, в плане того, что у него, конечно, есть какая-то такая комедийная романтическая часть, типа он влюблен в королеву или что-то типа того, ревнует. Но если посмотреть все остальное, то Ришелье такой постоянно, господи, вокруг идиоты, что делать? Вокруг идиоты и болваны. А мне надо строить государство. И этот тут прыгает, что-то хочет. Значит, это Рашфор куда-то полез в драку, хотя ему нужно было просто довести письмо. Миледи устроила какой-то непонятный разврат с расправой над какими-то там этими самыми этими служанками, что совсем с голову съехала. И этот, значит, галантерейщик еще этот поехавший, какого хрена вообще? Что происходит? Рашфор, да, Рокфор вообще с сыром в голове. Да, задрали уже, то есть вот просто выражение лица у Ришелье постоянно. Что? Так. Чем же я могу тебе помочь? How can I help you? Ask. Ask what? Why, about Jane and me. You must have millions of questions, and I do not blame you. Such fierce display of emotions can be overwhelming for the poor soul who has never felt them. Что за симп? Почему ты стал кузнецом? Why did you become a smith and not a nobleman? Oh, it is simple. My father might be a noble, but he has achieved status and respect through hard work and determination. Серьезно? My Феодальной intention to follow the вселенной? same path. Его принесло, Wealth да. makes people complacent. I wanted to earn my keep, and that my father does not see the true virtuous intentions behind my decision saddens me even more. Ненавижу экстравертов. Ладно, рассказывай про свою Джейн. All right. Then tell me a bit more about Jane. Oh, where should I start?
She is the most divine being ever known to walk the earth. The Oh. moment I met her on a sweet summer's day, I knew she was the one. We shared the most beautiful night of fiery passion, and it soon became clear that we were meant to be together. These enchanted eyes, her hair golden and sweet like molten honey, her shapely cheeks with a touch of rose like a blossoming flower, her slender waist like... Yeah, I get it. Thanks. Так, ладно. Давай обсудим твой I план. don't have any more questions. Let's discuss your plan. How do you want me to help you? Все свет I'd расслабляющее rather место, на not самом take on деле. your Такое. ability. Oh, do not worry. This will not be necessary. All you have to do is deliver this potion to Jane. It's the milk of the poppy mixed with fire nettle, a very potent sleeping potion. Once ingested, it mimics death for around 24 hours. She and I will both drink it, and I paid the mortician to not embalm our bodies and cover up our escape. Tonight, at sunset, we shall both drink it. Then, once we wake up, we will escape this wretched Нет, city даже в forever городе так не and build a работает. new life in a better world. Я тебе даже объясню почему. Дело в том, что в городе... Город, если мы говорим о Всесвете, то Всесвет, судя по всему, коллективный феодал. То есть это свободный город по Магдебургскому праву. Окей. Проблема в том, что деятелями городского внутри города являются не капиталисты персе, а корпорации. То есть корпорация ткачей, корпорация гильдии. Привет, Драгонастер. Гильдии. И когда он говорит, что его отец стал аристократом внутри города тяжелым трудом, это полная хинея. Потому что он мог стать тяжелым трудом по-настоящему, пробившись, мог стать в совете города представителем гильдии. То есть он является главой какой-то там гильдии ткачей, например. Самый главный ткач или самый главный кузнец. Вопросов нет. Но он не мог стать аристократом. Потому что аристократы все потомственные тут же. И город, ну, я не знаю, но там, по-моему, город не имеет права предоставлять дворянство. Такое может сделать только, ну как, либо местный герцог, с которым город контачит, и который по праву вассалитета руководит городом. Ну, то есть он не совсем руководит, просто город вассален герцогу. Герцог может дать дворянство. Но главой гильдии, да. Нет, аристократы, нет. Он сказал аристократ. По-английски он тоже сказал аристократ, на самом деле. Поэтому это ахинея. То есть тут немножко... Ну, это, скорее всего, просто непонимание самой системы. То есть в целом понятно, что это можно в городе сделать, но просто авторы сценария не совсем поняли, о чем речь. Так бывает. В этом ничего страшного нет, просто это бред. Вот. В городской аристократии есть... В городской вот глава в совете города всегда есть дворяне, потому что в город, как ни странно, начинается с того, что собираются, крестьяне собираются вокруг какой-то крепости и начинают обстраиваться. И там потом потихонечку начинаются ремесла. Главное в городе кто? Князь. Князь и его дружина. Кто это? Это и есть будущие дворяне. Потом город приобретает больше веса, и становится ясно, что местные дворяне имеют меньше влияния на экономику, но все еще категорически важны, чем ремесленные гильдии. Ремесленные гильдии отвоевывают себе пространство политическое, потом добиваются независимости, вассальной независимости города, то есть город становится коллективным феодалом, и получается городской совет, и внутри этого совета представители разных слоев. Представители разных слоев. Только проблема в том, что эти представители разных слоев, там будут представители не только гильдии, но и старого дворянства, потому что вообще-то именно они осуществляют полицейский, военную защиту, полицейский надзор. То есть город, как коллективный феодал, имеет собственную армию, собственную полицию и так далее. Ну, полицию условно, там, городскую стражу, да? Так это осуществляют бывшие, то есть те, кто когда-то давно был, то есть потомки дружинников это делают, и потомки князя. Более того, у города может быть потомственный правитель в чине какого-нибудь барона, хотя де юре он барон, де факто, то есть де юре он даже не барон, де юре он глава совета, но он несменяемый. Потому что его сын тоже будет бароном. То есть такие вещи, например, были. Это не та демократия, о которой вы думаете. Здравствуй, Регби. Нет, еще раз, совет так... То есть князь может быть отсутствовать, но аристократия там есть. Дворянская аристократия там все равно будет. Без дворянской аристократии средневековый город не существует. Потому что она все равно значительную часть пространства занимает.
дворянин, noble, nobility. А что тебя возмущает? Благородный. А что? Просто это, как бы, у нас дворянин это дворня. То есть те, кто при дворе у боярина. На самом деле. Или при дворе у царя. Ну, придворные, то есть при дворе. Потомки слуг. Потом, ну, не рабов, не рабов, у нас рабов не было, не холопов там, а, ну, таких серьезных слуг образованных. Потомки дружинников, вот кто такие дворяне. То есть бояре это совсем древние ребята. А потом это стало применяться ко всем, к целому этому самому, целой социальной группе. То есть это стало сословием. Нет. Ты неправильно выделил корень. Корень noble. Noble без еда. Корень. Тебя учили в школе слова? Как сказать? Расчленять. Корень noble. Он неделимый. В смысле, не учили. Тебе не кажется, что это немного опасно? Milk of the poppy and fire nettle are both strong sedatives. Do you really think mixing the two is a good idea? You might die. I will not. Trust me, one of my many virtues is an excellent knowledge in the art of alchemy. I know what I am doing. Плануты, что ли? Ладно, давай. Well, okay. I'll give this potion to Jane and tell her of your plan. Splendid. Wonderful. Мне не You, нравится brave это. traveler, are what's lacking in this world. Men and women who Ну вот fight город for здесь, the вот beauty нарисован of город love. здесь охренительно Speak круто. to me once the deed has been done. Какие-то непонятные переходы, перепады высоты, тут же вон кожевенная какая-то мастерская, воняет все это со страшной силой. Вот это вот ворота, кстати, вот такие ворота охренительно сделаны. Смотрите, как красиво. То есть, как бы ворота, на самом деле, вот здесь все перекрывается, конечно. Но заметьте, что ворота с ловушкой. То есть не лобовые ворота, а ты сюда зайди, и тебя здесь прикормят. Нормально, все офигенно сделано все. Так, ладно, это я так ворчу, все. Пойдем дальше. Sounds like one heck of a stupid plan. Да плевать. Well, let's see what she has to say about it first. Так. Что там у нас? Дело не в английском. Это в русском языке. Вообще-то правила выделения корня, суффиксов и прочего, они едины для всех. Просто не все части слова есть во всех языках. У нас, например, до хрена суффиксов. Есть языки, в которых суффиксов нет вообще. Но уметь выделять корень из слова — это то, чему тебя учат на уроках русского языка. С русским все тоже было. Ну, тогда начни с того, чтобы выучить русский, что я тебе могу сказать. Так, подождите. Да, тут ломить такое-такое. Ну, тут, правда, стены маленькие, но это, ну, относительно. Ну, хотя нет, стены нормальные, ладно. Извините, просто вот на холме, видимо. Так, подождите. Что-то я хотел. Я хотел знак вопроса. Я еще пытаюсь высмотреть что-нибудь. There you are. I was wondering when you'd show up. I came Да, as это fast as I сложно, на could. самом деле. Where are the villagers? In a safe place. Not the most beautiful part of this city, but it'll do for now. Ah, and I sent Ralph to an apothecary. Despite the fire nettle, his cramps have gotten worse. I see. How was the rest of the journey? Well, since you made short work of the General's army, it was almost relaxing. Thanks again. I'm not the most pious of persons, but that the Harbinger sent you, of all people, was a true blessing. And I still can't believe we didn't lose a single soul on that journey. I wasn't expecting that, to be honest. Speaking of it, hang on a moment. Here. I think you should have that. As a token of gratitude. Either way, that's not why you're here, right? You kept your promise, and I'll keep mine. Allies. Does that mean you'll introduce me to those friends of yours? Yes. In fact, I've already told him about you. His name is Phelan Argyle, the mayor of this city. Чуть китайский. Я бы не рекомендовал без конкретного целевого, если хочешь, желания и без конкретной цели учить языки вне индоевропейской группы.
То есть внутри индоевропейской группы, ну, пожалуй, да, пожалуйста. Мы там, в общем, ты, как будучи представителем славянских языков, в общем, всю индоевропейскую группу можешь выучить совершенно спокойно. Вне индоевропейской группы я бы не рекомендовал, потому что внутренняя логика языков там совсем другая. Если наши хоть похожи, хотя казалось бы, но внутренняя логика языков понятна. То есть немецкий, английский, французский, да даже турецкий, блин, итальянский, я не знаю какой-то. Вот, румынский. Господи, даже венгерский, более-менее, ну, как бы, хотя венгерский уже нет, но ладно. Ну, в общем, более-менее понятно. Германская, славянская, латинская группа языков. Но вот, как бы, китайский, японский без конкретной цели я бы не рекомендовал. Только мозг сломаешь, разочаруешься в себе и скажешь: боже мой, у меня нет таланта учить румынский. Ну, выучи латынь, ты выучи румынский. Ну, я шучу, конечно. Вот, у меня нет таланта, не буду больше никогда учить языки. Не надо так. Потом тебе показывают слово, в котором корень одна согласна. Факт. Факт. Ты дружишь с бургомистром Всесвета. You're friends with Everlight's mayor? Well, friends is a big word. Let's just say that he still owed me a favor. Встретиться со Will he мной. meet with me? Yes, just go to his house and tell the guard that you're sent by Clara Farland. She'll let you in. So, I guess this is where we part ways, isn't it? It was a pleasure, Tahar. Thank you for everything. И тебе. Likewise. What will you and your people do now? Play it by ear, I suppose. That's what I've always been good at. Да, я помню. С кафешкой я помню. Че она мне дала-то? Ладно. Да, я пропустил, что она мне дала. А? Так. Город здоровенный. Мне очень нравится, что куча фигурок. Это прям круто. He loudly screamed, full of pain and anguish. 36, 18, Penelope softly cast him a mournful glance. Her eyes dreamily drifted off towards the merciless and cold winter Чеснок sky. артефакт. А я возьму. But I have to, she silently whispered, full of remorse. Her tender breath tenderly caressed his haggard cheekbones. Mockingly, my heart beats with yearning when I see her sweet and Господи, lovely заткнись, face. пожалуйста, что там с ним не For так? you, oh my former beloved, my feelings resemble the deepest depths of the deep sea of dreams. But alas, I am still young. I want my heart aflame, burning brightly like the fires of Zarek. She, oh my former Сейчас он beloved, is заткнется. the spark that shall kindle my desires. A bitter tear bitterly flowed down Bartekius's face, as if slyly commenting on his endless, horrible suffering. The wind howled mourningly in the distance. A storm would come. If that is your wish, oh beloved, Bartekius vigorously ejaculated, full of loving acceptance. Что ejaculated? For I know that true love knows no malice, no jealousy. True love knows love, and love only. Ceremonially, he boldly knelt down in front of her and took her soft and tender hand into his equally soft and tender hands. Zestfully he said, I shall wait for you. I shall wait for you. Go, O lovely Penelopea, go and give this sweet woman you desire all the love you can muster. Make her heart rejoice in fierce passion, like a sun-kissed red cherry. Ты он заткнется, нет? I shall wait, and when the sun stops shining and the stars long have died, I shall still do so. For now, you too, O sweet Penelopea, are my former Shut the beloved. fuck up! Goodbye. Аллилуйя, он заткнулся, мать твою, господи, вот обожаю это. Что мне нравится в Всесвете, вообще говоря, что мне нравится в Spellforce, это огромное количество персонажей. Конечно, ну, то есть, в смысле, вот, прокликать их все нельзя, но вот ощущение того, что мы попали в город, не в деревню, а вот в город, оно прям, да, оно прям присутствует, это прям приятно. Так. Это что за не дефак? Да, Шангайге. Мужик.
Столовый нож, да и вам. Что? Плюс 50 ко всем защитам. Восстанавливает 89 здоровья противнику. Нани! Главный двор. Подожди, а если я вот так сделаю? Ну, получается урон 142. Почему? А, его можно только в основную руку. А, это двуручник. Подожди. 100, 100, 87, 100. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Прикольно. Так. Слушайте, ну я ее дам гору. Или нет? Охренеть штука. Очень странная. Ладно. Я пока никому его не дам, но это прикольно. Да. Где-то на столе стоит. Куда? What is it? What was that? Ой. What did you just read? That was an excerpt from my Ну, прикольный, novel, да. Shackles of Desire. Do you like it? Это было It was великолепно. marvelous. Really? Thank you. That means a lot to me. It will go in print next fall, so be sure to Уникально grab другое, yourself a Паскаль. copy. Он наркоманский, но он применим. Yeah, sure. I'll think about it. Понимаешь? Я, пожалуй, отдам его гору, потому что если я не найду что-нибудь еще интересней, я просто выставлю гора. I'll be right here. Нет. Nothing will get past us. Одного гора выставлю сюда, Corporal. и он будет чисто колдовать. No, Penelope. You cannot do this to me. He loudly screamed, full of pain and anguish. 68, 68, 73. У него больше, чем у этого. Да, 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 заткнись. О, please, shut the fuck up. She silently whispered, full of remorse. Her tender breath tenderly caressed his haggard cheekbones, mockingly. My heart Заткнись. yearning when I see her sweet and Заново. Я нечаянно, правда, я не специально это сделал. resemble the deepest depths of the deep sea of dreams, but alas, I am still young. I want my heart aflame, burning brightly like the fires of Zarek. She, oh my former beloved, is the spark that shall kindle my desires. A bitter tear bitterly flowed down Bartekius's face, as if slyly commenting on his endless, horrible suffering. The wind howled mourningly in the distance. A storm would come. If that is your wish, oh beloved. Bartekius vigorously ejaculated, full of loving acceptance. Furiously ejaculated, я просто For I know охреневаю. that true love knows no malice, no jealousy. True love knows love, and love only. Ceremonially, he boldly knelt down in front of her and took her soft and tender hand into his equally soft and tender hands. Zestfully, he said, I shall wait for you. I shall wait for you. Go, O lovely Penelope, go and give this sweet woman you desire all the love you can muster. Make her heart rejoice in fierce passion, like a sun-kissed red cherry. I shall wait, and when the sun stops shining, and the stars long have died, I shall still do so. For now, you too, O sweet Penelope, are my former beloved. Goodbye.
Аллилуйя! Поэт заткнулся. Господи, твою мать. Так. Ты кто Let's такой? see. That wasn't a particularly good poem. Rats with their hairy, ugly butts. They gnawed on our nuts, dangling dead between our legs. But maybe we fend them off next. This blasted elf, he just won't shut his trap. What's wrong? He's been citing poems for days. They don't make sense and they are horrendous. Someone should either pay him to leave or show him we don't want him here. Окей. Huh. Interesting. Someone should either pay him to leave or show him we don't want him here. Что-то я не помню. В том порядке поговорил. Этот эльф или... Нет, я того нажимать заново не буду. Пошел. Так. Пойдем, там еще один квест где-то был. Ну, статуи, кстати, смотрите. Вы посматриваете на предмет предметов, потому что я лично ни хрена не вижу здесь. Камеру приходится вертеть просто безумно. Что ты там угораешь? Ну, видимо, нельзя. Причем, знаешь, это квест набить ему рожу, при этом, если у тебя в руках оружие, он немедленно умирает. Just be careful. You know, men can be irrational. I do. Thanks, Dad. Fair enough, then. I'll see you tonight for dinner. And please help Mother with these draperies, will you? I will. Интересно, это баба. Are you Jane? Yes, I am. Who is asking? A friend. I was sent by Vilron to give you this potion. Vilron? But what's in that flask? I'm sorry, but this is a little odd. Well, it's a sleeping potion. He wants you to take it at sunset tonight, and he will do the same. It will mimic death, so you can escape from your Сейчас кажется, что ему families вообще пофиг на этого чувака. Or, at least, that was the plan. Oh, I see. Well, I hate to say it, but you're a little misinformed. Vilron and I had a lovely evening together, and yes, we kissed, but that's about it. He's not really my type. Too impulsive, too, syrupy. Так, и что мне это сказать? Then what do you want me to tell Vilron? I have to stop him from taking that potion tonight, and waking up all alone in the morgue. Well, if you're going to talk to him anyway, tell him the truth. Trying to spare him from rejection led to this entire situation. Tell him that I really appreciated our time together and that I know he will find true love sooner or later. Да, Вирлен, кажется, считает иначе. That's not the way Vilron told it. He said you love him as much as he loves you, and that it's your parents keeping you from each other. Oh, by Tiara. Yes, I told him that I loved him that night because it felt right in that moment, but then he started writing me these poems and sonnets, and by now I think there isn't a single flower he hasn't compared me to. And then he sent that letter where he asked me how we should name our children. That was the moment I, well, needed some distance. Don't get me wrong, he's a really good man, but I just can't deal with his enthusiasm. I'm sure he will find a girl that will appreciate his sonnets, but it just isn't me. Поехавшись. Oh my. That's kind of funny. Alright then. Sorry for bothering you. Oh no, you didn't bother me in the least. This entire situation is unfortunate. Thank you for helping us resolve all this. I was too much of a coward to do it myself. Goodbye. Ну чё? Так, подожди. Да чёрт. А, нет, вижу. Sure. Да я не знаю, кто может быть в его, в смысле, в чьем куче он может быть. С крыши у чувака беда.
You're back. So tell me, did you complete your glorious quest? Yeah, about that. Vilron, I don't think Jane will be drinking that potion. She isn't interested in fleeing Everlight with you. Why would she not want to come with me? Она не готова к серьезным отношениям. Well, she told me that she has really appreciated you and the time the two of you spent together, but she's not yet ready to commit to you. She wanted me to tell you she's very sorry. Я понимаю, да, есть женщины, которые этим восхищены. That surely must be her evil father's doing. The Jane I know would never give up on us that easily. No. No. We cannot let him manipulate my sweet Jane like this. Ride with me, warrior of love. We shall free Jane from that tyrant's oppression once and for all. Wait, Vilron. Before you do anything, stop for a minute and think. You've known this girl for 2 weeks, right? And yes, you shared one romantic evening together, but that's about all. What do you really know about her? What? What do you mean? I mean, maybe you fell in love with an idea of Jane, not Jane herself. But no, no, that can't be it. Or can it? Это нормально. Don't blame yourself. We all get a little overzealous when we first find love. But no, no, it can't be over. This is how love works, is it not? It's what the poets always say and the bards always sing. Though, maybe there is truth in your words. Maybe I got too excited. Oh, blazes. Why didn't I see this? Oh, god damn it. I can't believe this really happened. Actually, if you want to turn the page and start over, I might have an offer for you. My men are in need of an elven smith in Mullendir. Внезапно. You can come with me and forget all about this. Mullendir? Я знаю, к кому он будет приставать теперь. Yes, we found it. It's a long story, but I can tell you what we need to know on the way. And we can pay you. I don't know. I can't just leave my smithy, can I? Then again, everything here reminds me of her. You don't need to leave forever. Just stay with us until our mission is completed. All right then. You convinced me. Let me get my things first, and I'll meet you at the border. And thanks again for telling me the truth. Так. Оу, слушайте, неплохо. Талисман проворства. Если персонаж не в бою, союзный герой рядом с объектом персонаж. Ого! Иммунитет отбрасывания. Ну и чё мне брать? Оно все полезное. Quite the speech you gave him. Just common sense. Так, ускорение вне боя. Но я так понимаю, что это не ему. Если персонаж не в бою, союзный герой рядом с объектом, персонаж получает эффект ускорения на 2 секунды. Но непонятно, получает ли сам персонаж. То есть герои получают вокруг ускорение. Талисман непоколебимости может быть полезен. Ну и талисман воина полезен. Хотя воинский у меня только у Тахара. Ёкарный бабай. Ребят, что делать? Прям хорошие награды. А, слушай, это надо тебе брать. А, блин, это же, блядь, защита. Мне ускорение тоже нравится. Давай-ка ускорение возьмем, нафиг надо. Так, сейчас попробуем. Ау. А, это амулетами, да? Подожди.
Чё? А где он? А вот он. Так. Не, на себя тоже. Отлично. Ускоренное перемещение. Вот это круто. Окей, на себя тоже. Хорошо. Ну, я что-то удивился. Просто думал, мало ли. Так, хорошо. Пойдем еще один квест подберем. Заодно откроем врата. И пройдемся к рынку. Это что такое? Там Лукарская. Лукарская. Мы помним, что там есть продавец, который броня есть. Да, конечно. Yes. What is it? I need your help. Что случилось? Who are you? Rohija Tanner. I have a small farm just behind the city walls, which I run with my husband. Thing is, he's sick. Stomach cramps and fever. Ever since he went to that bloody village. Anyhow, harvest is coming up soon, and I can't have my Georgie lying in bed all day. Что за деревня? What village? Some muck heap in the middle of Leonider. Leanin, something like that. Uh-oh. I'm not sure I'm the one you should talk to. There must be a doctor in town. Oh, come on. Do you really trust these quacks? A friend Quacks? of mine once went to one of them with a gash on her leg and came back with the leg missing. Can you believe that? Just cutting off people's limbs right and left like that? I'm not going to let them hurt my Georgie like that. Well, then, just wait it out. I don't see what else you could do. Well, that's where you come in. Holy Frank, the world-renowned traveling healer, was in town a week back. He gave me a secret recipe that works on all stomach ailments, and I'm the first person in the kingdom to be allowed to replicate this holy concoction. Ugh, of course, these so-called doctors have nothing comparable in their satchels. Now the problem is, I have my hands full with running the farm now that Georgie's ill, and I just don't have the time to look for the potion's ingredients myself. And you want us to find them for you, right? That's it. We'll make it worth your while. We have a lot of surplus vegetables and grains we'd be happy to share with you for your help. Ладно, я помогу. All right. I'll see what I can do. Could you give me a list of these ingredients you need? Oh yes, of course. I've already put one together. Thank you, friend. I'm sure Tiara will reward you for your kindness. Now, if you'll excuse me, I need to get back to the farm. Georgie needs his cold wraps changed. All right. Where is your farm so I can find you when I've got the stuff? Just under the south wall. You can't miss it. Tiara's blessing, soldier. You're doing the right thing. Так. Рынок. Self-important wench. A good deed a day keeps the dark ones away. Can't hurt to help someone every once in a while. Правильная фраза. One apple a day keeps Russians away. Что ты мне рассказываешь? Yes, come closer. I'm sure I have just what you need. Это талисман. Так. Автоматический урон. Автоматическая атака наносит урон дополнительный чем? А магии. Это амулет. Еще один амулет защиты. Окей. Нет, One Apple a Day это было когда против нас ввели санкции, мы ввели санкции в ответ, и под санкции попались польские производители яблок. Они попали под раздачу очень серьезно. Вот, и тогда министр экономики Польши призвал всех поляков покупать и есть польские яблоки, чтобы поддержать, ну, пусть каждый, это самое, если все будут покупать яблоки польские в Польше, то, типа, вы поддержите производителя польского, и нам русские будут нипочем. И после этого, когда я его спросил, по-моему, BBC, что вот, ну, как бы, как вам поставить в голову эта идея, еще, он сказал, все очень просто. И он сказал по-английски, One apple a day keeps Putin away. Наркоман, блин, долбанутый. Ну, впрочем, у них там дофига таких. Так.
Ты что продаешь? Что тут колечко? Просто денег на все не хватит. О, долбанутый человек, кстати. Попробуй, Радмин, там этот самый. Ну, Game Ranger более широко представлен для игроки. Если хочешь, то есть, как сказать. Блин. Короче, есть паблики родфка нашего родфка. Или поговори с Томом, когда он будет здесь. Том XP. Вот. У них есть сервер Радмина русского, то есть Радмина русского, господи боже мой, русского комьюнити родфк. Там только наши тусуются, например. Но через Game Ranger просто людей больше. Ну, не знаю, пиши мед. Пофиг. Просто такое. Так, это что такое? Господи, я не понял, зачем они бесконечные? Так, жар крапива. Пофиг. Кстати, а у нас очень дорогой есть. Не особо, да. Сколько у тебя денег? У тебя 4000. Прекрасно. Я не знаю, зачем это, но я это куплю. 5000. 5000 терять неохота, поэтому. Могучий боевой топор не нужен. Это оставить. Арбалет. Один пламенный жезл продать. У нас есть 9. Ладно, оставим пока. Хотя, подожди. Да, у тебя лучше. Так, многослойный нам не нужен. Это надевать все равно некому сейчас. Хотя... О, 1-1 нупс, никого выиграть не могу по итогу. А, ну тогда ставь 1-1 нупс и все. И забей на этого чувака. Ну, ты не знаешь, что ты просто нормально играешь в РТС-ки и учишь... Ты клавиши, кстати, поставила себе нормальные? Я не знаю, зачем я храню, видимо, за всякий случай. Один можно продать. Флэш есть, хорошо. Молодец. Я вот это можно как-то потом не продавать, что-то с ним сделать. Ладно, применить. А зачем духи? Вот мне просто интересно. The best way is from Kalaya to Northander. A fair offer. А что это делает? Of the few refugees who make it to Everlight, many are shocked to find that their troubles do not end there. Though its neutrality as a city-state left it largely unscathed during the Mage Wars, the city has its own mountain of problems to struggle with. The biggest ones... Дебил, блин. Так, сейчас... Я понял, духи надо это...
You there! Soldier, you. Have you got a moment? Yes? Yes? I need your help. What happened? Rohija. I'm not sure I'm... Oh, God. Well... Well... And you wanna... That's it. We'll make it worth your... All right. We're just under the south wall. You can't miss it. Tiara's blessing, soldier. You're... Self-important wench. A good deed a day keeps the dark ones away. Can't hurt to help someone every once in a while. Короче... Armors and shields. Everything from copper daggers to moon silver swords. Farewell. Так, ладно. Окей. Блин, здоровый город, пипец. Так, хорошо. Got it. Не, инвентарь, я так понимаю, вообще не ограничен. Ну, это РТС, в общем, логично. На кой хрен еще ограничивать еще? Стоп! Мимо бежим, надо поговорить. Так. О! 12 тысяч. Плохо. Щиты, ну это ладно. $33 огненного урона. Быстрый композитный лук. Но 12 тысяч. Ладно, пока не будем. Мы будем забывать, что так, тут лук, там доспех. Тут лук, там доспех. И... лук, там доспех. И колечко надо будет посмотреть. Позже. Ну, я согласен, 12 тысяч тратить не хочется. Огненный лук как-то приятнее. Так. Волосы. Мешочки с ядом 10. Нити жар крапивы 4 из 5. Ладно. State your business. Чей это дом? Whose house is that? If you have to ask, you sure as heck don't belong here. Sod off. Ладно, мне прислала Клара Фарлан. Clara Farland sent me. Huh. The description fits. Fine, go on in. Argyle is waiting for you. Now would you look at that? Так. Подожди. Interesting. As a free city, Everlight's leadership is not chosen by the right of blood, but elected by the town's nobility. The most recent mayor, Fulan Argal, has been in power for over 7 years now, and is known for his endeavors to drastically reduce crime. Так.
Что за книжка? Финнан-мир, умы за улыбками. Чтобы понять эльфов Финнан-мира, сначала нужно понять их преклонение перед белым древом, которое растет в самом центре города. Дерево, согласно легенде, ставшее даром хранительницы Эллен эльфам за их верность природе и приверженность миру. Это фундамент, на котором располагаются верхние уровни финномирского общества. 12 самых могущественных магов, называемых прорицателями, защищают белое древо. Это 6 мужчин и 6 женщин из Совета, представляющего собой правящую элиту Финнан-мира. С точки зрения чужака, такое построение общества имеет практический смысл. Защищать дар хранительницы должны, конечно же, самые магически одаренные. Реальность, однако, несколько хитрее. Совет контролирует доступ к белому древу и, следовательно, связь с Эллен. Членство в Совете пожизненное. При появлении вакансии нового члена по традиции выбирают оставшиеся члены Совета. Технически вступить в Совет может любой эльф Финнан-мир, обладающий достаточными магическими способностями. Однако, поколения осторожных альянсов и династических браков принесли свои плоды. Осталось лишь несколько магически одаренных семей. Именно поэтому число наиболее могущественных и влиятельных членов общества Финнан-мир ограничено несколькими эльфами. Хотя многие считают финнан-мирских эльфов мягким и мирным народом, тем более, что и сами эльфы пытаются оставить о себе такое впечатление, их правильнее будет описать как коварных и безжалостных манипуляторов, скрывающихся за миролюбивыми улыбками. Могущественные семьи всегда ищут способы обмануть и обойти друг друга, и часто способность распознавать ложь в эльфийском обществе не менее важна, чем магические способности. Порочность правящего класса отражается на всех остальных аспектах жизни финномирцев. Хотя эльф из низших слоев не имеет никаких шансов попасть в Совет, его положение все равно во многом зависит от магических способностей и готовности доказать, что он лучше других. Неудивительно, что Финнан-мир покидают так много изгоев. Они либо проиграли борьбу за власть, либо сами отвернулись от такой жизни. Поэтому на дорогах Нортандера часто можно встретить эльфа, ушедшего из Финнан-мира. Да. Что мне не шарить, что ли? Что такое? Well, if it isn't the notorious betrayer's child. I always wondered what you look like. I had something different in mind. I'm Fulan Argel, mayor of Everlight. Pleased to make your acquaintance. But let us cut to the chase, shall we? Clara has told me you're looking for an ally. One that can help you put an end to the blood burn. Ты просто не в курсе, но вообще-то эльфы Толкина — это клятвопреступники и убийцы. Ну так. Что еще она тебе рассказала? What else did she tell you? Not much I didn't already know. Who you are, and your involvement in the Mage Wars. And before you say any more, I don't want to know. You don't? No. The less I know, the less dangerous our cooperation is for me. Also, I fully trust Clara's judgment. If she thinks you're worthy of our support, then so do I. Фига. Откуда ты знаешь Клару? For a simple village mayor, Clara has a lot of friends in high places. Simple village mayor. Is that who she is now? Amusing. Well, who is she? Someone who was once very powerful but decided to quit. That's all I can tell you without her consent. Consent. Так что, поможешь? Ты можешь помочь? So, can you help us? I believe I can. Let me introduce you to the Wayfarers. Come on in. Tahar, this is Rowan, leader of the Wayfarers, one of the most able mercenary groups on EO. Золотые мечи. Рохан? Rohan? Tahar. Tiara's breath. I take it you were acquainted already? This man used to be my father's right hand during the Mage Wars. He was the one who told him of my plans to leave the rebels. Interesting. Don't act so surprised, Argel. You knew of my past. And you also know that I'm the only reason this war is over. Это он If I сдал hadn't Тахара, told the да? crown of Asamo's attack on the keep, he would have won. So yes, Tahar, you're right. I told Asamo about your betrayal. But ever since then, I've tried to repent. Интриги, пацаны! Что? Он долго молчит. Look, you're angry. And after what I did, you have all the right to be. But this is not the time for discussion. You need an ally, and we're all you're going to get. So, please,
let us just put this behind us, even if it's just for now. Let us, let the Wayfarers help you. Талантливый человек, талантлив во всем. Ты предупредил королевскую армию о нападении? So you warned the royal army of the attack? Yes. It took me some time to realize how rotten our movement had become. But when I did, I acted. Just like you. But please, I can tell you all about this, but not now, not here. Ладно. Мне очень нравится. Позволь нам помочь тебе, говорит наемник. Приходит тебе ланскнехт и говорит, вы знаете, мы готовы вам помочь. Не бесплатно, конечно, но мы готовы. Мы альтруисты. Мы альтруисты. Мы возьмем всего 125% от своей стандартной платы. Может быть 150, плюс медицинская страховка. Мы альтруисты. Кто такие странники? Who in the blazes are the Wayfarers? Mercenaries, as Argal said. I founded them right after the war. Mercenaries? Yes. But that's just how we pay for our shelter and our food. Most of the time, the Wayfarers are helping people. Refugees, farmers, homeless. We're protecting those who the crown has forgotten. Very poetic. And how do I know you're telling the truth? He is. Thanks. Look, Tahar, I know I messed up. Нет, I я не served a могу вообще ни monster разу. for over 6 years of my life. But I regret it. And I'm trying to make amends. Я хотел сказать, что это самое, вот не хватает, на самом деле, отыгрыша наемников нормально какого-нибудь. Не то, что в РПГ, ну в РПГ там или стратегии, потому что я сейчас вот еще стою, слушаю его, сижу и думаю, блин, единственный отыгрыш наемника, который мне нравился, не отыгрыш, а просто вот такая история наемника, которая мне реально нравилась, при этом это реально наемники, это история Warhammer Hornet Red и Warhammer Dark Omen, вот этой бригады наемников. То есть там у командира постоянно лицо, куда я попал и нахрена я тут делаю, что вообще, что происходит. Ну там постоянно, о господи, имперцы, о господи, пограничные князья, о господи, орки, о господи, гоблины. Мы сходим с концами. Мне особенно нравится в Hornet Red, там есть менюшка такая. Hornet Red мне просто больше нравится чисто по меню между боями. Сам бои-то, конечно, лучше в Dark Omen, даже не лучше, просто там как бы экран весь, а не маленькое окошко. В менюшке Hornet Red, Shadow of Hornet Red, там прекрасно совершенно, потому что в менюшке тебя встречает твой казначей. Маленький злобный старичок, который смотрит на тебя и говорит, взгляд такой, я знаю, что часть денег ты припрятал, а еще на часть бухал, козел. Ну вот да, казначей очень веселый. Ладно, что ты можешь мне предложить? So, this army of yours, what can you offer? Knowledge, tactics, swords. Whatever it is you and the Harbinger need to end the Bloodburn, we'll help you. У меня нет денег заплатить тебе. I can't afford an army of mercenaries. I'd have to ask the Purity for support first. You don't. I will cover all the expenses. You? Why? As I said, I owe Clara. Also, it's not as if my wealth and my power protect me from the Bloodburn, do they? Clara has a lot of faith in you. А было бы And неплохо. even though I'm skeptical about the Purity's involvement in your mission, I trust Clara's judgment. Не против. Ну, ты знаешь, просто вот если честно, то все время отыгрывают какие-то героические персонажи. Даже если герой, если герой игры антигерой, условно, то есть типа я не хочу, но я буду, он все равно какой-то слишком героический. Вот почему нельзя взять там какого-нибудь даже псевдоисторических фэнтезийных всяких фигнях тупо наемника персонажем сделать? Ну, то есть, как бы наемникам персонажа сделать. Я имею в виду, что вот я просто недавно перечитывал дневники Патрика Гордона, там же кладезь просто. Просто кладезь. Посмотрел тут, повоевал за французов, попал в плен, пошел воевать за поляков, пошел воевать за немцев, повоевал за немцев, попал в плен, пошел воевать за поляков. Ты что, по барабану вообще? Че платите? Нормально. Потом поехал в Россию, получил немедленно до офицерский, он был капитаном, получил еще там что-то повыше звание. Нормально все. Попытался уехать, а мне сказали, что поскольку вы подписывали секретность, вы либо вы уехать можете только в тюрьму, или продлеваем контракт с повышенной зарплатой. Складить просто такие приключения. Ладно, нам нужно много обсудить. Fine, but we'll have a lot to talk about, Rohan. Yes, I know. Правда, есть Battle Brothers, которые никак не But доиграем. as much as I appreciate your presence, I would like you, Rowan, to hear.
and your soldiers to leave this city as soon as possible. An army this size of the Wayfarers will draw the Royal Army's attention sooner or later. And that's something neither of us want to happen. Right. I'll see you around then. Не, я останусь старым отрядом, потому что я буду, наверное, ими бегать до конца. Они мне более нравятся, их синергия. Все? If it isn't the pariah, Всё. I didn't expect you back so soon. What do you need? Берсерк мне никогда особо не нравился. Прикольно, конечно. Но концовка какая-то излишне дебильная. Ну, бабу трахнули, да. Приятненько. А, что? Ну, есть определенные моменты, которые, да, то есть, как бы, убер-герои какие-то. Неоправданно убер-герои. Ну, ладно. Так, дальше. Так, ты у нас кто? Что там кто бродит? А, это баба, которая попросила. Окей. Сюда. Да, блин. Да, я так жалею, что ее не сделали фракцией. Дело в том, что End of Times псов войны разодрали в другие армии. А была же когда-то давно в Вархаммере Fantasy Battle была фракция псов войны. Она была охренительная, была одна из моих любимых фракций вообще. Я ее на столе видел, по-моему, один раз всего. Полную. Ну, представительную. Например, пистольери были вообще-то подразделением именно псов войны. What do you want me to do? We need to protect him, and you're the only one who can, please. This is my baby boy we are talking about. Just don't do this. I wish I could, madame, but my hands are tied. I cannot afford to work for free, and you know that as much as I do. Your boy will have to find someone else to help him. Fine. I get it. All this lofty talk of yours is just a charade, isn't it? You're doing it for the money. That's not... Rot in the claws of Norhagar. We're done. What was that about? What did she want from you? Oh, you mean... nothing. Just an armor. For her baby boy? God damn it. Say, who are you? You look like military, but you're not wearing a crest. Бывший военный. Former military. Ah, a veteran. All right then. I hope I don't regret this, but my gut tells me you people are good folk. I'm helping people. Mages. How? Well, it's not a secret that this new cult, the Purity of Light, is out for blood. Yes, here in Everlight, it isn't by far as bad as in Greyfell. But still, there's a lot of hatred going around. Just 2 moons ago, a young mage, a woman, was kidnapped and found dead in the river 2 days later. You'd have to be quite deluded to not see how messed up that is. So I decided to help. I've lived in Everlight all my life and know every rat's hole and alley. And my profession allows me to move in and out of the city without arousing suspicion. I think I see where this is going. You're smuggling mages out of the city. Yes, I guess that's what I do. That's noble. Don't say that. It's what every servant of Tiara should do. Ладно, что хотела эта I женщина? see. So what exactly did that woman want? She seemed worried about her son. Yeah, it's a tragic story. Her boy is gifted, their neighbors found out, and now she's rightfully worried. Thing is, I'm out of money, and the, transfers aren't exactly cheap. I have horses to pay, ferrymen, and guards to bribe. She wants me to help her for free, and as much as I'd like to, I hardly have enough money to run that smithy here anymore. And also, ever since those 2 mage brothers disappeared, other mages have become reluctant to seek my help. Mage brothers? I don't know. I'm not sure we should continue this conversation, really. I've already told you way too much. Может быть, мы сможем помочь. You, but I'm not sure. Ellen's reigns, don't be an idiot. We're mages too, and if we'd wanted to sell you out, we would have done it by now. Well, I guess you're right. Then let's make this brief. 5 days ago, 2 brothers,
Both of the mages showed up in my smithy and asked to be smuggled out of the city. They paid in advance, and I made all the arrangements. But the night the escape should have taken place, they simply didn't show up. That's odd. Yeah, well, actually I think I know what happened. The Sacred Purifier, as he styles himself. Кто он? Who is he and what does he do? Some kind of vigilante. I have no idea why he does what he does. Vigilante теперь дружинник. Kidnap mages and torture them for days. Переводчики, Then спасибо. when he has broken Прикольно. them entirely, he gouges their eyes out, kills them, and leaves their bodies out in the open for everyone to see. Helen's reigns. Every night, Soviet cities were full of vigilante who get support from local police stations. Yes, vigilante. They call themselves vigilantes. They call themselves дружинники. Класс. Откуда ты все это знаешь? You seem to know a lot about him. How? Everyone in Everlight knows about him. Only a week ago they found another mutilated body. Thing is, he's only killing mages, so the guards' attempts to find him and put him to justice have been half-hearted at best. Откуда? Это я только что придумал. Ну вон! Там чувак сказал в тексте, в русском тексте дружинники, а в английском тексте vigilante. То есть он, ну, да, это some vigilante. И надпись, это какой-то дружинник. Я говорю, Soviet cities were full of vigilantes with support of local police stations. Шугар. Ты думаешь, что он... Я придумал новую антисоветскую байку. Ты думаешь, что это он забрал твоих клиентов? And you think he's taken your clients? Yes. They told me someone was out for them, and the pattern fits. Had it simply been a bunch of brawlers, their bodies would have been found by now. Ну, их на сколько How времени? much time do they have left? Well, as I said, it was 5 days ago that they disappeared. The Purifier kills on the 7th day. So, things aren't looking too bright. Да найдем их, конечно. We'll find them. Any idea where the Purifier might have taken them? Try better. This man is dangerous. You know that, right? Otherwise, I would have taken steps myself already. We can handle ourselves. At least I speak some English, and you are not. I don't feel good about Ignorant this. piece of shit. But fine. I've investigated a little, and according to a traveler, a man who fits the description of the Purifier has been seen in a camp in the Everlight outskirts. Окей, ладно. Так. Говорите света. Ну, поищем. Ну, стражи пофиг. Посмотрю, что можно сделать. I'll see what I can do. And thank you. What you are doing takes courage. Well, you're the ones taking on the murdering psychopath. The brothers you're looking for are tall, Do you think this is bad neighborhood? eyes, and in their early 30s. Да. They are twins, so you won't have trouble identifying them. I'll be waiting here. Ты знаешь, это как вот, по-моему, тот же... Нет, другой комик рассказывал, что, значит, короче, у него тренер в школе, тренер по баскетболу у сына, у маленького, русский. И после матча по баскетболу, значит, там, как бы у тренера, там, ну, дирекция выдает звездочки, что надо раздавать всем звездочки. И тренер идет такой: You get the star, you get the star, you are not, you get the star, you are not. Для американца это крышесносно. Он подошел к тренеру и спросил, говорит: ну, понимаете, это же за участие, ему 7 лет. He doesn't play good enough. He didn't. Так. Тут еще какой-то значок был, но я не понял, где он. Ладно, забей. Так, баба. Баба! Где баба? Баба? Sacred Purifier. It's just messed up. We'll deal with him. Так, стой. Yes? Do I know you? Локон. Greetings, milady. Could you spare a moment? I'm here to discuss an urgent matter. We're really doing this, aren't we? Ellen, help us. Sure. What is it? Невозможно заметить вашу помрачительную красоту. Well, even a battle-hardened warrior such as myself
could not help but notice your astounding beauty. All those years I've shed blood for the Queen and my country, but the battles changed me. I started to question the purpose of my sacrifices. I began to lose my resolve. There is honor in a battle, yes, but is honor alone enough to keep a man going? It is not. We all need something to fight for, something to return to when the ordeals of battle are over, especially in times of darkness. Неплохо It is hard not to lose oneself without a glimmer of hope. You, fair lady, are my glimmer. No, do not misunderstand. I am a soldier, and it was never my purpose to find lasting love. Your beauty reminds me that there are things worth fighting for. I don't know what to say. Say nothing, fair lady. I know my passion is overwhelming. All I ask for is a strand of your golden hair to remember you by. I shall like to have it with me whenever I venture into battle, to shed blood for my country, for honor, and for the beauty of this world. I understand. Yes, of course, honorable soldier. Who am I to deny you such a simple request? After all, it is you who is keeping us simple people safe, isn't it? We are only doing our duty. Such virtue. Here, take it. Will you... will I find you in Everlight more often? You may, or you may not. But I will do all in my power to see you whenever possible. Goodbye, fair lady. Goodbye. Okay. Let's just forget this ever happened. Так, мешочки с ядом остались, и одна жаркое пиво. Что это было? Ой, с крышей у тебя беда, друг. С крышей у тебя беда. Но это было эпично, да, это было эпично. Так, там ящиков случайно нет никаких? Нет. Что происходит? А, бандиты. Привет, бандиты. Здорово, бандиты. Так, хватит его лечить. Да. Стоит, лечит его. Привет, чуваки. Что там? А тут что происходит? Let me see. Yes, dear? Не понял. Так, а квест на зомби, он где берется вообще? Я не помню. Ладно, в городе вроде все обыскали. Это что там? Подожди. А, давай сюда. Закажем корабль и... Все. Давай, Тиган. Да, блин. Huh? Help you with something? Так, на том острове в озере находится гильдия торговцев, да? That island in the lake. That's the Creators Guild, isn't it? Yeah. Why are you asking? It might be the distance, but Не помню. It looked a lot more populated when I was last there. That's because after your father's war, a lot of the Creators' mages left. They were afraid of being out in the open, so to speak. Why? The Creators Guild didn't participate in the war, did it? Same as Everlight. Yeah, but that didn't stop the common folk and the refugees who came here from blaming them. There were even attacks on the guild. Well, not all the common folk, as you call it, took part in them. I know the Creators' mages haven't ever done anything foul. What happened during that attack was a bloody tragedy. The mayor saw that the people who did it were put on the gallows. Сколько будет стоить? I want to cross over there. How much will that cost? 25 gold. And no haggling. Так,
Наверное, потом или идти? Ну, давайте пересечем озеро. Я не помню просто. Sure. Where to? Давай гильдию дворцов. Я не помню про гильдию. Без лодочника. Какого лодочника? А, это мейн-квест. Huh? Help you with something? А, я пойду. Сначала, естественно, все обыскиваем. И, кстати, как всегда. Ты знаешь, ты как кровожадная умка. Умка все время спрашивала, а с чем это едят. И, кстати, ее все время спрашивают, а это можно убить? Но кстати, это кровожадная умка. What the fuck? А. What do we need? Sounds like a plan. Sounds like a plan. Hardly anyone here. Yeah, but still, the magical signature of this place is impressive. Да, я Let's go find someone we can talk to. Обыскиваю. Декоративный доспех. Как бы заставить Гора не атаковать никого? А то он хп будет раздавать, как козел. Ага. Что да, что да. Да есть, подожди. Че, все что ли? Да, походу все. Ладно. I'll take a look. As a neutral, a political association of mages solely devoted to the study of magic, the members of the Creators Guild were among the few gifted that remained neutral during your father's war. Though not comparable to the great universities of Kalaya, it is safe to say that Fiara owes many of its magical and technological advancements to them. Here we are. Impressive. And there's people down the hall. We should... Interesting. We do not get visitors often these times. Who are you? I'm Undergast. I suppose you could call me the head of the guild. I sensed someone was coming and that someone had an intriguing aura. Now I know who it is. You are Isamo Tahara's child, are you not? How do you know? Well, I have studied Isamo Tahara's magic quite extensively, especially since the end of the Mage Wars. He was a remarkable man. Yours and his magical aura have a lot of similarities. Выдающийся человек? A remarkable man? Yes. Does that mean you supported him? No, that is not what I said. I merely stated that he, as a mage and a man, was remarkable, unusual or special, and therefore surprising or worth mentioning. My opinion on the war is an entirely different matter. Чем похожа наша аура? How are our auras similar? Well, hard to say. You can simply tell that you're related. And there's something else about you that is, well, strange. I get that a lot. Could you elaborate? It is hard to say. There's something peculiar about you. An oddity in your aura which I cannot make sense of. I'm sorry. Either way, I assume you are here for a reason. How may we, the little that is left of us, help you? Где задание на зомби? Так, расскажи о гильдии творцов. I was wondering if you could tell me more about the Creators Guild. Maybe I should begin with the question, what do you know about us already? I know that you are a neutral association of mages that didn't participate in the Mage Wars. That's about it. Well, and that is about the core of our guild.
We are mages devoted to study, science, and the preservation of knowledge, and we do not involve ourselves in political conflict. We were founded in the year 231 by a woman named Goddess Bowdry. Ever since, the Creators Guild has been a constant in the ever-changing political landscape of Northander. Так ты, значит, глава гильдии. So you are the leader of the guild? Well, I do not see myself as such, but yes, the majority of the guild considers me its leader. Паромщик рассказал мне о нападении на остров. The ferryman told me about an attack on the guild after the Mage Wars. He said it was the reason that there are so few mages left on the island. Is that true? Yes, but it was not just the attack. There was also an internal disagreement. Чем закончилось That нападение? attack. How did it end? Am I right to assume you stopped it? Of course. They were trying to kill us, so we fought back and killed them instead. At least until their morale was broken. Looking back, I think that this display of power was something we should have done earlier. Only because we were peaceful, the people who attacked us assumed that we were defenseless. They will not make the same mistake again. Логично. Makes sense. It does. But again, it was not only the attack that diminished our numbers, but also a disagreement we had within the guild. What kind of disagreement? I would prefer not to talk about it. I am sorry. Про кровный жар что не знаешь? Actually, we're here for a reason. We're investigating the Bloodburn. Is there anything you or your guild knows about it? The Bloodburn? You're studying it? I guess you could say that, yes. Interesting. No, we do not know more about it than most alchemists or apothecaries at this point, though our general consensus is that we doubt the corporeal origin of the plague. There is magic involved in it. Well, you're right about that. It's magical, and it's connected to the Shapers. The Tsarland, that's interesting. Say, would you mind to tell me more? You seem to know a lot of variables which we are not aware of yet. Давай. Да, I'll конечно. tell you, but we should find somewhere to sit. It's a long story. Of course. Long story short. Well, this is both fascinating and peculiar. What do you make of it? I do not believe in visions and prophecy, unless they come from a dreamweaver, so I'm uncertain. There is no arguing that this man Rondar Lacane knew more about the Bloodburn than most people. And his clues led you to Mullendeer, which is nothing short of impressive. So you believe that the Bloodburn is caused by Shaper telepathy. Is that correct? It is a theory, but yes. Rogue telepathy, so to speak. I see. I would like to come with you. What? I was clear, was I not? I would like to come with you. Your story is nothing short of fascinating. The Shaper City, the Bloodburn, and this Nexus. I would like to accompany you and help. I have a wide knowledge of the magic and the Shapers, and have a strong interest in finding a cure for the Bloodburn. Спасибо, Паскаль. Так. Что будет с гильдией? Это еще What голова. about the guild? Aren't you their leader? I am, but that does not bind me to stay. It is common for Creators mages to head out to expeditions. They have become rarer due to the war, but still, there is nothing stopping me from coming back when our business is concluded. Да, конечно. Well, why not? Just know that it will be dangerous. I can defend myself. Quite well, in fact. However, there is one thing I need to finish before I come with you. Study. Maybe you could help. This would facilitate matters. As long as it doesn't take too much time, yes. What are you studying? Simple. I have always been fascinated by the notion of sentience and the mind in general. What creates consciousness? What is it that distinguishes us Я, as скорее humans всего, from команду a менять wolf не who буду, is slave to мне his не слишком instincts? сильно нравится. Quite recently, a Тотемы, group of поехавший refugees from демонолог. Neverlight told Все me по of a делу. bizarre sight. They said that a stone golem took over the abandoned mine near the gates and has grown a soul, and apparently has been trading with the villagers and even befriended one of them. It all seems highly unlikely, but I want to investigate it. Такое вообще A возможно? monster with a soul. How is that even possible? I do not know. It is not the first time people have reported such occurrences, but most of the times they turned out to be a hoax. This is the first case I've heard that might be legitimate. If it's true, this might change the world forever. Can you imagine? The ramifications of such a discovery would be monumental. Да не It is вопрос. currently believed that only the 5 Да principal возьму, я kinds тебя capable возьму. of conscious Хоть thought. трындеть. Disproving that would change everything. Suddenly, would killing a monster not be a homicidal act? Would putting them in a cage not be considered slavery? And finally, is it right for the principal kinds to consider themselves special, chosen by the Guardians? Тебе требуется помощь. What do you need my help with? Well, this is all an exciting scholarly prospect, but a golem is still a golem. So if the monster goes feral, I will require assistance.
I can defend myself, but still it would be unwise to go there alone. I will get prepared and meet you at the mine. Do you know where it is? Tell me. Up north, at the top of the Капрал, да. Iskander Mountain. Команда мечты, I will go господа. as soon as possible. Fair enough. I'll see you there. Так, что у нас плохого? Должно же быть что-то, да. Что-то тут есть. Odd fellow. But he's a capable mage, that's for sure. Ой, я забрал? Забрал. What's next? Так, там давайте сходим, посмотрим, что за фигня. Там торговец, кстати, внизу есть. Окей. Ага. Interesting. Горшок, ладно. Interesting. Так, железная маска, создатели. Да иди ты. Там. Создатели. Тайны создателей захватывают воображение многих ученых. Как могло исчезнуть общество, обладающее такими магическими способностями, столь продвинутое психотехнологически? Цивилизация создателей оставила после себя множество следов, которые привлекают ученых отблесками некогда великой культуры, но они не дают ответов о происхождении создателей и их упадке. Создатели создали великую цивилизацию. Они были первой и, может быть, единственной культурой древних времен, оставившей след на Эо. Если существовало еще что-то подобное, нам еще предстоит обнаружить их наследие. Последующие цивилизации были примитивными и полагались на простые инструменты, в то время как создатели, благодаря своим изобретениям и магии, могли влиять на окружающий мир. Примерно через 45 тысяч лет после начала истории создатели исчезли. В это время обрываются все записи об их культуре, словно кто-то внезапно задул свечу. Есть множество теорий, которые пытаются это объяснить. Примечательно, что по данным, полученным во время раскопок, примерно через 45 тысяч лет после начала истории небеса наводнили драконы. Неужели именно они уничтожили создателей всю их цивилизацию? Очень может быть, хотя лишь на редких памятниках создателей встречаются следы драконьего пламени. Еще одна теория гласит, что в обществе создателей возник раскол. Оно долго процветало в рамках строгой кастовой системы, но в уцелевших документах упоминается восстание касты жрецов Иолас, даже, которое произошло примерно в то время, когда звезда создателей закатилась. Мог ли этот внутренний конфликт уничтожить их изнутри? Но по третьей теории создателей выкосила таинственная болезнь, которая в древних свитках называется бич. Огонь, восстание, чума, смерть, создатели продолжают будоражить умы исследователей, которые выдвигают все новые догадки. Крах их цивилизации положил конец технологическому развитию, отбросив мир назад на тысячи лет. Что бы ни случилось с создателями, эта потеря ощущается на его и сегодня. Окей. Так, торгуются. Axes, daggers, swords, everything for the weary traveler. Что у нас плохого? Ну, броня никакая просто. А чё? Урон плюс 64. Жалко, тут воровства нет. Я бы это попёр с большим удовольствием. Так. Гид кретин. Let me see. You have a strange aura. Interesting. Прости, что? Your aura. It's Ну, типа того. different. Cold. Anyway, forgive my manners. Callaghan Theo, archiver of the Creators Guild. How may I help you? I'm looking for someone. An archaeologist named Albertus Watley. Watley? That man obsessed with his island? Yes. What do you know about him? Not much.
Only that he showed up here some years ago asking for funding for his bizarre excavation. Bizarre. All the nobles who usually fund these kinds of things had rejected him. However, he didn't have any proof backing up his claims, other than him claiming to be of Hibernian ancestry, just like Queen Aelith. So we had to send him away as well, which didn't stop him from digging. Он думает, что он He гиберниец? thinks he's a Hibernian? Well, he said that his great-great-great-great-grandmother was part Hibernian or something along those lines, though he didn't have any of the Queen's gifts. And he also claimed that, through his heritage, he has been having those strange dreams since his childhood of a secluded island within the Black Sea that no explorer has ever laid eyes upon. And I take it you didn't believe him. Well, I wanted to, and so did the other archivers. But the moment we start giving out money for fascinating stories alone is the moment we will stop existing. Так, зачем проводить раскопки во всесвете, чтобы найти остров? Why would he dig in Everlight to find an island? Because Нет, к Маргер apparently потом. there's a shaper portal that might take him there. Ну, Or после a всесвета к Маргеру, в Hibernian Маргер portal, поеду. I don't remember. It's been a while. Как же он начал раскопки без денег? If you and the nobles denied him the means to do an excavation, how did he dig? That's where it gets tragic. He spent his entire heritage. To no avail. Not entirely. He found what resembled a portal, but it was just dead, cold stone. It didn't take him anywhere. He tried to activate it for years, but ultimately his savings ran out. Now he lives in the Mud District, begging for food. He literally gave it all for his dream, but failed. A sad story. Why do you ask, though? Мы найдем этот остров. Because we're looking for that island. Oh? Well, Да, прохожих колбасит. then you should probably talk to Watley himself, if you can find him, that is. I have to continue my work now. Safe travels, friends. Оу, какой вежливый человек. Он хотел сказать, что мы долбанутые, но ну, кролик был слишком хорошо воспитан, да. Кролик ничего не сказал, потому что был хорошо воспитан. Здравствуйте. Почему я один сюда принесся? А, это... А, вниз нельзя? Вниз нельзя, я не знал об этом. Ладно, валим отсюда. Прыгаем в город. Мы еще за городом не это самое. Мы пока квесты только набираем. Well then, off to the Mud District. Let's hope Watley's still there. And still alive. Почему не работает? You got it. Excuse me, madam. I was wondering if you could help me. I'm looking for a man named Ilbertus Watley. He's supposed to live here. Watley? Oh, you mean that beggar? Ah, he lives here. Does nothing but beg for coins at the marketplace all day long. What do you want from him? Long story. Much obliged. Ну, сказали, здесь мешочек. Из мешочки... Мешочек. Мешочек. Кысь, 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 кысь. Кысь, кысь. А, на северо-востоке. Подожди-ка. Understood. Ну, мы же все свет все равно вернемся. Я все равно вот заперся. Карта мира недоступна, все поместиться не могу. Так, перещем рюкзак.
улицу южнее. Подожди. Ща, погоди. Телепорт, улицу южнее. Так. Ага. А здесь нет никакого рюкзака. Got it. Ну, я в том месте, где указан. Да, ровно в этом месте. Sure. Очень странно. А, крест активируется в канализации. Так. Ну, пойдем. Вот, точно помню, находится вместе. Давай задний портал откроем. Так, и... Zarek guides me. Поехали в канализацию. The hardest thing about business is minding your own. There are few cities where this proverb rings truer than in Everlight. With an underworld almost as large as a surface city, a provider can be found for almost every dark desire. However, the syndicates and gangs of Everlight have mastered the art of staying out of sight. Mostly, they do their business either behind closed doors or in the innumerable tunnels and sewers that run under the city like a web of veins, oozing with black blood.
Так. Fine. Nothing will get past us. Finally. Fair enough. Let's do this. Easy. Ёп. I need help over here. That way? Так. They killed one of our heroes. Back on your feet. We need. Я туплю. Как его заставить? Никогда не. Может быть, у тебя есть какая-то возможность. So, what's the plan? Да как его отдельно сделать? То есть, в смысле того, чтобы конкретно год. Nothing will get past us. Все. If your life depends on it. Никак страдай. Шлем рыцаря черепа. Звучит эпично. А у меня что? У меня 5 концентраций. 50 здоровья, 5 концентраций. 10, 10, 10. Но тут требуется выносливость. Ладно, я подумал потом позже. Так. Sure. Leave it to me. What's next? Oh, you're serious about this, aren't you? Fine. Видите, какие-то поехавшие. Так. Не понял. Yes. Это я правильно сделал или неправильно сделал? Я, по-моему, неправильно сделал. The hardest thing about business is minding your own. There are few cities where this proverb rings truer than in Everlight. With an underworld almost as long. Let's see. Так. Ювенна, Ювенна, дорогая моя, любовь моя, мой драгоценный цветок, как же ты могла так поступить? Я знал, что нам суждено быть вместе с того самого момента. Как увидел тебя, твои волосы, твою улыбку, твой смех, чистый и звонкий, околдовал мое сердце, мою душу. От тебя всегда пахло лавандой из лавки твоего отца, даже сейчас, когда я думаю о тебе, нежный... Да. Поехавший.
Какой жирный парень. О, стоимость способности минус 25% плюс 15 концентраций в секунду. Неплохо. Это я возьму. Что? Отлично. Ну, потому что у него по дауру битая концентрация. Да, про баскетбол был тайтл, но он странный. Если так мягко сказать. Странный. Так, это выход. Ну, сейчас мы уже обыщем. Что? О, паучки. Now would you look at that? Fine. Тикс. Окей. Sounds like a plan. Что моргнуло? Черный пепел. Черный пепел, черный пепел. Черный пепел, черный пепел. Sure. You'll regret this. Потрепанная черная мантия. Так. Ага. Ага. Ой. Ой. Yes. Да, руби ее. Yes. Медуза, Гаргон тут что-то делают. Совсем с ума сошли сущие. Икс. Will do. А все что ли? Да. И это все. You got it. А, не, все, да. Все. Huh. Идем. Interesting. Че, похотливый это сразу? Сексист. Так. Золото мы потом будем смотреть. Так, нам нужно... Ой, что там у нас... Ладно, пойдем отсюда, короче, пока. Сейчас разберемся. Шлему непонятно кому давать. Просто шлема может полежать. Еще. Бывают другие змеи. Ну да. Пойдем тут все почистим.
Короче. Процесс. Fine. Really? Wrong. Take him down. Куда, твою мать? Highwayman. So close to Everlight, though. That's strange. Yeah. Шлем оздоровления. Так, сейчас. А ну ладно. Сейчас так. Пам-пам-пам-пам. Fine. If your life depends on it. Damn it! The bandits must have kidnapped her. And not just that. Let's go back to the old man. He'll want to know. Чё, она же умерла? О. И вылезаем. Четыре два. Блин, а у нас больше 4-2. Ладно. 4. 2. Понятно, мы не все нашли. Парол я не помню. В случае пофиг. Так. Что тут? Раскопки портала. Паскальский сексизм, это так мило. I'll take a look. Так. Блин. Где-то тут должен быть свиток с паролом. Я не помню где. Небольшой, маленький. Проблемкой. Так. Мы возвращаемся куда-то сюда. Даже сюда. Ну да, ну да. С кем? Так, тут должен быть где-то спуск. А вот здесь. Да, это было быстро. Вот второй. 4-2, где-то один. А, где это? I'll take a look. Два, один, один. Один, один, 4.
А? Еще один нужен, что ли? Ага. 4 свитка. Йо. Sure. Коча не тупой. Fine. Highwayman. Камп лежал. 1, 4, 7, 2. Окей. Так, тут вроде все. Бандиты кончились. Ой, блин. Так, стой, я запотлякался. Что значит зачем? Ой. The hardest thing about business is minding your own. Да-да-да. Ох ты ж. Ладно. Отвали. Bandits up ahead. А, блин. Какого хрена? What do we need? Баки. Какого хрена он туда полез? Гордость Нантандера. Две пластины. Стоп. Меч дуэлянта. Гноми традиции. Еще один артефактик. Вот так походишь по области, а потом балдеешь, откуда столько всего. Клеймор неизбежности. Артефакт. Вражеское что получает эффект вялость. Это довольно быстрый. 210 и 217. Автоматические атаки наносят чистый урон. Фига. Так, урока Примора мы, по-моему, читали, если я правильно помню. Да. А вот ствол Урам Байрам, ловкость 4. Твою мать. А чей это? Паскаль, у тебя жена к маме, что ли, уехала? Что за шутки пошли вдруг? Так. А, все что ли? Это чисто я за Клеймора сходил? Не, ну все равно полезно. И пару наборов. Плохо что ли? Я правда не очень понимаю, а как ты сейчас... А ты чем не связываешься? Зачем мне здесь камень тогда?
Я сидишь на карантине. Убью. Что-то много. Не, на тюрлик больше ничего. Как-то обидно, ну ладно. А камень типа, если я умру, да? Окей. То, чтобы эти ребятки были сложные. Так, тут мы обошли, вперед, сейчас пояснить. Клеймора больно хороша. Прям на удивление. Сорян, старик, померла твоя дочка. Yes? Did you find her? Подождите, я не понял, там же труп. Там же труп. Почему ее забрали разбойники? Куда этот вариант взялся? Или это не ее труп? Что-то не врубаюсь, это же ее труп был. Ну да. Well, there's no good way to say it. Rosa is dead. She slipped while getting water and broke her neck. She... What? What do you mean? What I just said. We found her body near the river. I'm sorry for your loss. But... No. No, that's not possible. She was always graceful, dexterous. She wouldn't have fallen. You must have found someone else. I will go look for her myself once the legs have recovered. She's still out there. I can feel it. Look, sir, she had the birthmark. It was your daughter. It wasn't. Now, please go. I need to rest. And then I need to prepare. Yes, I have to. Грустненько. Так, пойдем. Грусть грустью, но у нас еще пора делать. Так, камень у нас здесь, ну вот от камня попляшем. What a goddamn mess. Such a young girl, abused and murdered. Sometimes I wonder what's wrong with this world. А, то есть мы наоборот соврали. И это мы соврали, ребята. Эва. That way? Да, давай. Nothing will get past us. Sounds like a plan. Really? А? Yes. Good move. Мешочков долго искать. Так, ладно, пойдем. Мужик какой-то. Aye? Have you got the herbs? I'm on it. Well, don't take too long, soldier. Georgie's in pain. Fine.
Так, Georgie is in pain. Работа? Неожиданная новость. Ты кто такой? Huh? Help you with something? А. I'll be off. Fine. More lost souls. More Ты задрал. Так, это выход из канализации. Ага, это порт. Хорошо. Что-то у них ничего с собой не было. Да, локал Харон, понимаешь. Харон. Ящичек. Мы любим ящички. Что там? Рабочие силы эльфы. А как туда попасть? Прикольно. Let me see. Много гоблинского мяса. Которое, причем, уже не нужно. Ну, что называется, мало ли. А вдруг? If you insist. If your life depends on it. Так, все, да? Так, давай сюда идем. Так. А с той стороны, как на тот берег? Нет. Отлично. Вдруг война, я голодный. Да? Вроде он только на солнечный... солнечный берег и есть та сторона, да? Сейчас я тут почищу. Блин, ну красиво сделано. Окей. Так. Yes. А есть кинематографичный режим? А? Понятно. Так, поехали. Понятно. Еще одна телега. Сейчас до конца дойдем.
Запомни этих мужиков. Sounds like a plan. I'll take a look. Запомните этот вид. Will do. Hmm? All right, here goes nothing. Когти. Тыкс. Господи, где я? Так, стой, давай сюда. Чумак впереди постоянно идет. Interesting. No sign of Undergast. He must have gone in already. Come, let's take a look. Nowadays, few people remember the reason for Everlight's wealth. The glittering mine. For a long time, it was believed that moonsilver, the most precious and most durable ore of Io, could only be mined in the Windwall Mountains, the empire of the dwarves. All this changed when an unsuspecting farmer found a piece of the shimmering ore while digging a well. A gold rush. Я бы не был столь уверен. Everlight, back then a modest town, grew into the metropolis it is today. The mine was depleted decades ago, but the wealth remained. Ah, it is you. Didn't you say in front of the mine? I did, but then I realized that it might be wise to scout ahead in order to get a clearer picture of the situation. Come, let us go. The golem and its supposed friend should be further down the mine. Окей. Пам, 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 пам. Что такое? Что? Take him down. А как они собираются? Короче, ладно. Они нас сагрались, но как-то еще ленивенько. More of them. This place is a bloody graveyard. Че это? I did not expect so many creatures. Strange. Strange. Fine. Stranger in the night. For only people. Еще 2 мешочка и траву нужно найти. Stranger in the night. Soften in your eyes. Huh. Interesting. Что я взял? А. Ты опять слетел, гад. Да. Тебе вижу. Так, подожди, куда я? А я сюда хочу. А я хочу сюда. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Что-то переборщил. Господи, боже мой, ну и пещерка. Так.
Сам черт ногу сломит. Ну, мочи гоблинов. Достал. Всех мы убьем. Опс. Ящичек. Так, подождите. Это я где вообще? Матерь Пресвятая Богородица. Не то сделал. Это надолго? Где я мимо прошел опять? Слушай, ну тебя. Что за место? That way? Типа угадай-ка. Let me see. Это первое, типа. Какая прелесть. Я его не атакую. Миленький дядя. Sure. Этот сам воскресен, не маленький. Sounds like a plan. You read my mind. Стоп. Ты что, издеваешься? Жирный гад.
killed one of our heroes. Help me, for heck's sake. They killed one of our heroes. Тихо, 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 тихо. Так. I need healing. What do we need? Back on your feet. We need. Whatever. Help me. I need healing. Help me, for heck's sake. I need healing. Next? Охренеть. Благодать хранителя нижняя пластина. Козел. Это потому что у меня 11 уровня партия. А все, больше ничего не загорается, да? Хорошенькое местечко, ничего не скажешь. Ну что все живы, привет, лютый. Finally. Так. Understood. Blade. Sarah. Yes. Yes. Спокойно. Чё? Все жирные такие вдруг стали. Да, мутант, в смысле, скелет был эпичный. Но зато на нем лишал броня. Сейчас отличимся немножко. Bleed. Bleed. Tell me, do you bleed? You will. Ага. Жесть какая. Козлы-то, а? Так. Пойдем вниз. О, блин, что это? Что это пожиратель защищал? Хорошо просто. Мост? А там внизу дракона. Ну да, попробуем. Just give the word. That way? Corporal. So, what's the plan? No, don't die on me, will you? We need you. They will fall. I need help over here. I need healing. They killed one of our heroes. Nowadays, few people remember the reason for Everlight's wealth, the glittering mine. For a long time, it was believed that moon silver, the most precious and most durable... Твич вдруг упал.
Так, сейчас. Не работает все. Вдруг упал Twitch. А, не только Twitch упал? Крутотень, чё. Uh-huh. Mm-hmm. More of them. Graveyard. You got it. Ну, это что-то моргнуло у меня в сети, получается. Очень странная фигня. Very strange shit. Sure. Господи, где я? Sounds like a plan. Understood. Так, мимо драконов мне не пройти. Блин, там что-то есть. Кам. Got it. Привет, дракон. Will do. Я извиняюсь. Пока. Mm-hmm. What? Good move. I need help over here. They killed one of our heroes. So, what's the plan? Yes, father. Just give the word. Zarek guides me. Че я подобрал? Курви верно. Так, драконий топор, одноручный. Вытягивает 15% нанесенного урона. Взлеток в секунду неплохо. После неуспешного критического удара воздействует на цель. На слабость. Ну да, вместо меча. Так, одну грохнули. Пойдем вторую грохать. Tell me. Топорик с вампириком. Ага. Understood. Привет.
Ну вот, когда маму вытащили, стало полегче жить на свете, правда? Это даже сильно легче, я бы сказал. Так, погодите. Тут драконий топор. Так, а здесь что? Really? Really. О, места знать надо. Да, ты издеваешься. Фу, топорик с вампириком это полезно. Вообще вампирик это самый правильный скилл во всех РПГ. Если есть вампирик, все будет хорошо. Может быть не сразу, может быть не всегда, но все будет хорошо. Пойдем туда посмотрим. Окей. Так, тихо. А, не могу, да? Странно. Well. Ну, да, прячут они довольно серьезно. А? Что? О, блин. Это называется у нас для вас хорошие новости и плохие. Не, нормально. I'll take a look. Huh. Да, как сказать, за пару миссий мы немножко того подкачались. Самую малость. Чуть-чуть. Да, твой. Yes. Да, твой. Господи, боже мой. If you insist. Zarek guides me. Got it. Так. Я уже не знаю, куда идти. Так. Прям туда. Нет, туда вроде не получится. Хорошо, идем туда. О! Так, осталось два мешочка с ядом найти, и все. Yes. Он умер. Он хотел умереть за ваши грехи, но умер на посту. Клинок палача, тело клинка. Господи, боже мой. О, это вот то, что я понял. Окей. Не пройти, да? Это чисто
Умозрительная херня, да? Хорошо. Я так и не понял, мимо чего я там, по-вашему, прошел. Честно говоря. If your life depends on it. Fine. О боже, это тоже проход? А как туда? Нет, это все-таки не проход. Sounds like a plan. Думаю, что мама дорогая. Walking. Take him down. Так. Ящичек. Боже. Так, я понял. Это мы сделали круг. Чего? А все? Ничего не понял, но очень интересно, да? Так, стоп. Все, мы вроде все обыскали. Не знаю. Вообще, по идее, у вас картинка чуть-чуть ярче, чем у меня. Вроде как. Если я правильно помню, настройки надо будет глянуть потом. I'm dead. They killed one of our heroes. Ну, поднимайся. Get up, will you? Shit. Help me for heck's sake. Что это было? Хорошо рвануло, да? Ага. Все, разворачиваемся. Look, up ahead. Перерыв. That must be the golem. And its friend. Let's see what they have to say. Зомби-брандеры. Someone's coming. Две минуты перерыва. Я сейчас вернусь.
Типс. Ой. Бейлинги. Окей. Тут какой-то диалог замороченный с попом. Сейчас я заодно посмотрю. Мы все обошли. Мы, по-моему, все обошли, все, что хотели. Да. Вот там единственное, что меня смущает. Да нет. Все нормально. Да блин. Ну... Greetings. Are you... Rick, who are they? I'm afraid. Don't I'm worry, afraid. Hubert. They are not here to hurt you. Judging by the sounds of fighting we heard, I take it you took care of those undead. If so, you have my thanks. They appeared out of nowhere just a couple of days ago and locked us in. They are dead. We're here to ask you some questions about your friend. I figured. So I'm guessing you heard the rumors, right? Yes, this is the golem with a soul. And yes, I am the odd fellow protecting him. But before I tell you anything, promise me that you won't hurt him. I know he might We look promise. intimidating, but he's actually quite sensitive. I promise. Good. That's good. So, what do you want to know? You didn't come here Everything. to take him away, did you? Чего вы сами не разобрались, нежите? Hubert is a stone golem. Why didn't you kill these undead yourselves if they trapped you? Kill? Hubert? I told you he couldn't hurt a fly. He doesn't look it, but in his head, he's just like a child. Откуда такое имя? Why Hubert? It was my grandfather's name. And one day, I simply started calling Hubert that, and it stuck. Как вы познакомились? How did you come to know Hubert? I mean, you don't just come up to a golem and start a conversation. Right. You don't. I found him laying half dead just outside this mine. Some creature drained him of his essence, a ghost or something. Darkness came and stole my light. It hurt. It hurt so bad. I know, Hubert, but it's over now. For some reason, I immediately noticed that Hubert was different. In every other situation, I would have simply turned away and alarmed the guard, but I just couldn't. So I went into the city to find a mage. Who? Joseph. His name was Joseph. He is not with the Creators Guild. And this Joseph agreed to help you. Well, he still owed me a favor, so... Yes, I asked him to heal Hubert. And even though he told me it was dangerous, he eventually did it. When it was done, he told me to get away as soon as possible, as it might wake up again soon. But just like when I had first seen him there, I simply knew that there was something in him. Something that made him more than just a construct. So I waited. And it turned out I was right. You can figure out the rest. I took him into the mine, as the Everlight guards would have attacked him on sight. And here, we became friends. Ты в этой пещере, чтобы защищать его? So, you took him into the cave to protect him? Yes. Of course, word eventually got through to the townsfolk. But you're the first to follow up on the Ну, rumors. прорваться через такую толпу нежити, да. Там драконы еще были, дракониды. Я почему-то драконид... Yes, but safe. And that's what matters. Я почему-то думал, что дракониды это типа гуманоидов, ну ладно. Почему, я все еще не понимаю. Почему? Why? Why? Simply knowing he was different was enough for you to take on a golem? Trust me. I know how it sounds. And it's hard to describe, but yes. Basically, that's how it was. Как давно это было? How long ago is it that you found him? Let me think. Дракониды. Almost 4 moons now. 4 месяца. Как вы стали How друзьями? did you become friends, though? Rick, friendly. Rick always friendly. Rick, care for me. Well, maybe friendship isn't the proper word for it. It's more like I care for him, the way a father cares for a child. And yes, I know how funny that sounds considering Hubert's size. Хуберт, что делает тебя таким особенным? Hubert, what makes you different from other golems?
When did you realize you can think for yourself? I don't know. I always had thoughts, always had ideas, but I did not know how to tell people about them. After the ghost attacked me and Rick healed me, he taught me how to speak. Taught? Yes. Yes, of course. Rick taught me how to speak. Hubert is a very good student. He learned how to speak almost fluently in just a couple of months. If only men were half as eager to learn, maybe we wouldn't be in this mess we find ourselves in. He could also carry the spirit of a person in him. Did you ever think of that? If so, it was the spirit of an infant. As I said, all I did was offer Hubert guidance and, well, love. Что будешь делать? What are your plans for Hubert? Neither he nor you can stay in this cave forever. Honestly, I don't know. Hubert is such a good lad, and I want him to have a normal, happy life. As bizarre as that sounds when talking about a golem. He would love to make friends and... Yes, friends. Rick, will these misters be my new friends? Hubert, what did we say about interrupting other people when they're talking? It's rude. And it makes people sad. Do you want me to be sad, Hubert? No, Rick. I'm sorry. Apology accepted. Just don't do that again. Anyway, I try not to think about it. And until you showed up and killed those undead, I wasn't even sure we'd ever make it out of that cave again. Можно моему другу взглянуть на Хуберта поближе? All right, look. My friend here would like to learn more about Hubert's uniqueness. It would be of great scientific value. Would it be possible for us to examine him? I don't know. Will it harm him? Golems were created to endure pain. What my friend is trying to say is, he will do everything he can to keep Hubert comfortable. What do you think, Hubert? I don't know. Fine. If you think it will help us understand Hubert better, then I don't want to be an obstacle. Go ahead. Thank you, sir. Then let us begin. И чё? А, это ты вот так осматриваешь? Interesting. Truly interesting. Hubert, I am done. You can rest now. It wasn't bad, Rick. It tickled a little, but it didn't hurt. So, what did you find out? Not much. But let me discuss it with my companion first. Tahar, if you please. Where is the kind sir going? So, let me be brief. I inspected Hubert's magical core, and it is rather unusual. It's overflowing with magical essence, unlike anything I've ever seen. My theory is that his remarkable intelligence comes from this irregularity. Unfortunately, I believe that the very same irregularity is also dangerous. The essence within him seems unstable. It is very likely that it will eventually get out of control and cause an explosion unlike anything this land has ever seen. To me, it appears we have two options. We can destroy the golem, or take it back to the guild and try to harness its power, with the chance to stabilize the core and allow it to live. I do not think I should make that choice. I consider myself a rational person, but I'm afraid that my fascination with the matter clouds my judgment. Нельзя просто переместить его. Couldn't we just take him somewhere secluded and leave him be? I'm afraid that's out of the question. We just don't know what the long-term effect of this instability would be. He could, for example, become feral and use his incredible power to wipe out a city or two. Killing him is the merciful option if his welfare is your primary concern. That's a tough decision. Let me talk to Rick. Of course. Не переживай, сейчас что-нибудь не то ляпну. I'll take a look. So, what did you and your friend talk about? Придется забрать Хуберта с собой. Well, there's no good way to say this. Hubert's magic core is very unusual. It is overflowing with energy, and
While this energy is what makes him sentient, it also makes him dangerous. If we let Hubert stay here, the core might eventually become unstable and explode. The only way to save him is to take him to the Creators Guild, where they can try to control his power. Thing is, it might be a painful experience for Hubert. I'm sorry, but it's the only way. The alternative would be to kill him. You bloody monster! No! There's no way I'm letting you do this! He's a person, damn it, not some toy for some mages to tinker with! You'll have to kill me first! Rick, you're outnumbered, and I'm offering you and Hubert a chance. Don't you see it? You can either die here like a fool, or you can make sure Hubert gets through the entire ordeal together with you. Well, I guess you're right, aren't you? I don't have a chance against you all. But let me say this. If I learn that anything happens to Hubert, I will come and hunt you down, even if it costs my life. Hubert, it's time to go. We're moving into a new home. What? I'm going to see the outside again? Just how you promised. Yes. Just how I promised. Well, I must say that I'm happy you made that decision. I will go back to the guild now and prepare my things for our journey as discussed. I will see you there. Эй, level up. Так. Пора бы уже. Чё там? Тахар. Ну, конечно. Торговля. Пошел нафиг. Надо бы этим распределить, но я пока вещи не найду, к ним прилично особо заморачиваться не буду. Все, да? Да, все. Все, отлично. Магия у него слабоват, конечно, сопротивление магии маленькое. Да блин. Корпорал. Беги давай, Корпорал. Ой. Всех перебили, даже с драконом справились. По-моему, это прекрасно. Драконидом, извините. Набрали, кстати, всяких редких хреновин непонятных. Я чувствую, что предметы можно будет собрать нормально только к концу игры, да? Так. Ну чё, пойдем дальше. Корпорал, так ты достал меня. Understood. Магов найти надо. Fine. Так. Спустимся здесь. Все время вертишь камерой. Лишь бы все найти. Там лично какая-то. Can you see I'm paying my respect? Окей. Как бы... Окей. А что там? Sounds like a plan. Sounds like a plan. Мешочек. Interesting. Подожди, у меня потерян декоративный доспех, и надо найти декоративный меч. Нани? Дневник охотницы за сокровищами. За годы я собрал множество сокровищ, покупал, выменивал, крал. Ни одно из них, однако, не сравнится с даром великана. Все началось со сплетен и пьяного спора. Для меня это дело обычное, но в этот раз было странное ощущение. Я знал, что владелец таверны что-то от меня утаил, но все же я отправился на поиски. Если честно, по крайней мере, мне так кажется. Был слишком пьян, чтобы что-то запомнить. Основная работа досталась Ариле, красивой глупенькой Ариле. Да, доспех я положил.
Слухи привели нас к старому склепу великанов. Доспех был защищен множеством древних ловушек, но Арила одержала верх над ними. А затем она предала меня. Я допустил промашку, чем красивее дочь хозяина таверны, тем хитроумнее ее козни. Я отвлекся, задумался о том, как изменится моя жизнь, и совершил величайшую оплошность. Теперь я понимаю, она хотела заполучить доспех, хоть отказывался это признавать. Она использовала меня, как я, впрочем, использовал ее. Пришлось ее убить. Что я при этом чувствовал, уже не так важно. В конце концов, дело того стоило. В моих руках величайший доспех среди всех, что я видел. Надев его, чувствуешь себя великаном. Чувствуешь прилив сил невиданной силы. Прилив невиданной силы. За него любой король расстанется со своей сокровищницей, но я не продам его никогда. Пусть когда-нибудь новый искатель сокровищ услышит рассказы о герое Конрусе и даре великанов. Требуется декоративный меч. А где его искать? Просто всегда возникает... Да что вы мне пишете все? А, вон там. Все, эликсир собрали. Теперь пойдем освобождать долбанутых магов. Fine. Пучки. О. Ладно. Ага. Ага. Really? There. That might be the Purifier's camp. Yeah. Let's hope the Mage brothers are still alive. That's the twins. Shit. I know you are here. What do you want? You should choose your words carefully. Тут ты святой чистильщик. Are you the sacred purifier? That's what Aenir named me, yes. You came here for the twins, I take it. They are dead. They did not withstand my trials. I believe Joseph put them into that cage over there, in case you would like to convince yourself. Blazes. Извините. Так ты убиваешь во имя праведного света. The purity? No. I kill for purity. I do not know much about this Rondar Lacane and his servants, and it does not matter, because soon my time on this world will end. О чем ты? What do you mean? I mean what I said. It was never Aenir's will for me to live a long life. He has chosen me for his task, and I have now almost purified 47 people. Just as much time as my miserable shell has spent. Почти 47 человек. What the heck are you talking about? I have been blind since birth. All the colors, all the shapes, all the joys of this world. I could not see them. For years and years, I considered my disability a curse. I hated the Guardians. I hated the All-Father. I hated my mother for giving birth to me. And it was only 1 year ago that the All-Father spoke to me, and that I finally understood. Что-то, походу, год назад у всех крыша поехала. Кажется, в наши дни он с кем только не говорит. Honestly, with all the people Aenir is speaking to these days, I'm surprised he has any time left for being a god at all. Very funny.
I understood that blemishes like my lack of vision are not a curse, but a punishment. You see, my mother was a whore. She was twisted, impure, sinful, and left me right after I was born. It was a miracle I survived that long. My scourge is the result of my mother's corruption. You mean you were blind because your mother was a whore? Yes, and it is the same with every blemish, including magic. They are a reminder of our fathers and mothers' failures. So the All-Father offered me a bargain. The only way to save the blemished is to purify them, the way I do. Pain, suffering, and ultimately death. If I were to do this on 47 sinners, the same as the number of years my wretched shell has lived on this world, I would be able to purify myself. Пошел ты. All right. You will kill no more people. This ends here and now. That was my plan all along. Joseph, Hawk, kill them. Just give the word. I need help over here. Да ладно. What a deranged fool. Yeah. Come, let's get back to Haggard. Так, а что тут ничего не лежит? Печально. Zaraka. You're back. So, did you find him? Yes. He's dead. But so are the mages. Blazes. I knew this would happen. Oh, god damn it. Well, at least you put this bastard to justice. Listen, Haggard. The political situation in Everlight isn't gonna get better anytime soon. And it's more than likely that someone will get behind what you're doing. I found out, and it wasn't hard. I'm actually looking for a capable smith. You? But what about the mages here in Everlight? They will still need help. But you can't help them if you're dead. Back in my camp, we're mages too. And we'll do everything to keep them safe. That's not a decision I can make on the spot, friend. Let me think about it, will you? Where can we meet should I decide to join you? I have a scout stationed here in Everlight. Just talk to him once you've made up your mind. Think about it. I will. Tell me, do you bleed? Так, что за фигня тут? А, это наоборот, надо отсюда идти, да? Стоп. What? Так оно будет проще. Кажется. Или нет? Yes? Есть. Теперь на другой берег надо. Декоративный меч, декоративный доспех, бандиты-шмандиты. Understood. Bandits. Ага. That way? Will do. If you insist. Исследование орка-самца. Солдаты принесли мне заказанную особь. Я бы предпочел, конечно, полный комплект, самца и самку, но пока и одного хватит.
Орк мертв не более 2 дней, и во время поимки получил всего 1 рану, что очень хорошо для моих исследований. Я начал со снятия украшений, покрывавших тело особи. Некоторые мои коллеги полагают, что это, вероятно, нечто большее, чем попытка подражания разумным расам, но сейчас для этого не время. Ниже приведены мои первичные наблюдения. Особь явно обладает человекоподобным строением, но есть и заметная разница. На всем теле кожа зеленая. Чем это вызвано диетой или условиями окружающей среды, пока неизвестно. Череп примерно в 1,5 раза больше, чем у среднего человека. Лоб более выпуклый, растительность на лице отсутствует. Глазницы глубокие, скулы высокие. На нижней челюсти размещаются большие клыки. Я пришел к вскрытию. Сначала я попытался вскрыть грудную клетку обычным скальпелем, но резать толстую упругую кожу оказалось так же тяжело, как пытаться пробить толстую шкуру деревянной ложкой. Я взял солдатский кинжал, который легко вспорол кожу. Научный подход, ага. Здесь я вынужден был обратить внимание на отвратительный запах, который почувствовал после вскрытия грудной клетки. Возможно, это результат посмертного разложения, но я подозреваю, что он мог иметь место и при жизни. Я извлек и утилизировал черные органы. После этого я натер тело солью и вывесил его сушиться. Ворона и солнце ускорят процесс. Теперь необходимо... Ворона и солнце. Теперь необходимо изучить кости и найти для исследования женскую особь, предпочтительно живую, чтобы сравнить с этими записками. Радость и веселье. Веселье и радость. Ну-ка, у нас денег там 24 000. В принципе, ну. Давайте потупим. А, она удрала от нас. Зато теперь заметно, насколько все это быстрее. Экран долбанутый. Finally. Oh, you're back. So I take it you found everything. The fever's gotten a bit worse while you were gone, so you came just in time. Rosie, Shh, Georgie, I'm here. The kind soldier brought the herbs for Holy Frank's medicine. You'll be better before the morrow. This isn't a fever, Tahar. This man has the blood burn. That quack's potion will do as little good as a drop of virgin's blood. Blazes. You were right. What? Did you say something? Почему твой муж не в доме? Rahazia, your husband is ill. Why is he even outside? Getting fresh air. Ever thought of that? Holy Frank said that there's no better cure than the smell of fresh grass in your nostrils and the warmth of sun on your face. And if Holy Frank says it, then it's true. It must be. Вот все ингредиенты. Here are the herbs you asked for, though... Let me see. Aye, perfect. That's them. You even found the fire nettle. Did you hear that, Georgie? You're going to be fine again, and then you can finally take me to that spot in the forest you always wanted to show me. Удачи вам обоим, ну это Glad I все. could help. Good luck to the two of you. Aye, thanks, soldier. And here are the vegetables, I promise. I know it's not much, but it'll keep your stomachs full for a while. Yeah. Thanks, madam. Tiara's blessings. Why didn't you tell her that her husband would die, elixir or not? People always believe what they want to believe. If that elixir gives her hope, I'm not gonna destroy these last few days she has with him. Да. Да, природная среда. Так, остался юг. Huh? А? Help you with something? Хочу пересечь I want to озеро. cross the lake. Sure. Южный пляж. I guess. О боже. Sounds like a plan. Так, сначала налево. Got it.
Ну, надо сразу все обыскать, что. Тропинка. Еще. Привет, медведь. Так, стой, отойди. Как вы любите лучницу, а? Обломись. I'll take a look. Меч дуэлянта потерян, и дальше Now, что? would you look at that? И что? Ты читал. Подождите, меч дуэлянта потерян. И что дальше? Fine. Еще перчатки. Собери миллион коробочек, чтобы набрать миллион скобочек, блин. Will do. Люблю это в РПГ, просто обожаю. Перчатки, нужны перчатки дуэлянта и декоративный меч. Окей, я понял. Fuck is this? Fine. Тебе на тёсне. Got it. Ну, ящик. Чуть такое точная катана. Окей. Легкий щит наставника. Окей, не понял. Zarek guides me. Так. Good move. Шевелитесь. That way? Sure. Let's see. Жуть какая. Просто уже убиваем, как это, по ходу дела. Will do. Please do, да. Поднимешься? Really? Интересно. Поднялся. А зачем? Sounds like a plan. Что мы скоро обмажемся артефакторами. Now, просто. would you look at that? Послание в бутылке. Так, пергамент выглядит древним, однако, похоже, бутылка затащила его от времени и буйства стихий, защитила от буйства стихий. Война — моя жизнь и моя смерть. 9 раз я расставался с жизнью на поле боя, и 9 раз я возвращался к ней, чтобы снова броситься в бой. Смерть не становится легче, но жизнь никогда не наскучит. Этот доспех везде был со мной. Он прочный, крепкий, как многие другие, но в нем скрыта сила, в существование которой я никогда не верил. Я не знаю силы, способной на такое, кроме милости хранителей. Лишь им дана власть над жизнью и смертью. Лишь они могли не спаслать подобный дар. Я не устану их благодарить. Они избавили меня от величайшего врага всех солдат — страха. Страха смерти, страха потери, страха неизвестности больше... страх неизвестности больше меня не беспокоит. Даже сейчас на борту корабля, плывущего навстречу шторму, я смеюсь над ними. Пусть моряки волнуются, готовясь встретить неизбежно, я уже готов. Я всегда готов. Готов умереть, чтобы снова ожить. Я прячу эту записку в бутылку, чтобы вышвырнуть в море во время яростной бури. Эта записка я сам, а мой доспех — ее бутылка. Сколько бы ни свирепствовали волны ветер, этой бутылке не суждено пойти на дно. Она вечная, как и я. Забавно.
Sure. This place. Так. Здесь уже Sounds ничего like a plan. нет. Поднимаемся повыше, посмотреть вот здесь. А здесь тоже ничего нет. То есть нам в крепость. Тум-тум-тум, ту-ду-ду-дум-тум. Take them down. You're serious about this, aren't you? Fine. Your life Так. depends on it. Interesting. Пытошные инструменты. Почерневший магистрская... Так, ничего не вырубилось? Нет. Магистрская мантия бездны. Миленько. Но не более того. Так. Вроде ничего нет больше. Пойдем. Ага. Ага. Еще один портал. Венгиров этих долбанутых. Прямо таз. Как для некроманта. Да, блин, сопротивление слабенькие. Все ничего, но... Сопротивление прям слабенькие. That way? Yep, that way. Understood. Бандиты. Highwaymen. Zarek got. Yes. Huh. Interesting. Saved by a pale skin. Huh, I didn't expect that. If it wasn't for you, I'd be on some human's dinner plate by tonight. Thank you, friend. My name is Kier, of the Dustcrawler tribe, and I see you're traveling with one of our kind. A fire wielder, isn't it? Zalraka. Zalraka. Yes, I'm a fire wielder. What do you mean, on some human's dinner plate? Well, it's a bit disturbing. Shortly put, there's a gang of human criminals who capture and butcher orcs and sell their meat as wyvern meat. It looks almost the same, so nobody can tell. Sarek's fangs. You're joking. If I were, would I be sitting in a cage and be covered in blood? No, I'm not. I know how absurd it sounds, but apparently these paleskins make a ton of money that way. Никто не замечает разницы, серьезно? And nobody notices the difference? Really? Well, I've never eaten my own kin. It's bloody disgusting, and I want to think about it as little as possible. Логично. Huh. And how did a Dustcrawler orc end up here in Everlight? I was trying to put an end to this. Ты сыщик? So you're some kind of orc detective? Oh my, how that sounds. No, I'm not. Actually, I'm a Kalzul, an architect. Orcs have architects? Yes, how do you think our cows are constructed?
And of course, now you're asking yourself how an orcish architect ended up on a mission like this. Don't. It's complicated. Tell me. No, none of your business. No, none of your business. Балрак, а ты из любопытных, да? Мы все должны найти способ искупить свой грех. И вот мой способ, а больше тебе знать не обязательно. Фига себе перевод. Широко. We could help you. Why? What is it to you? Этой стране нужна стабильность. This country has enough troubles already, especially when it comes to political tensions. No need to add an orc-murdering gang to the list of our problems. Makes sense. Fine then. I hope I won't regret this. If you want to help, we need to pick up where I left off. Evidence. Ah. So you're trying to get the Everlight Guard to deal with it? Yes. I'm just one orc, and even if I knew where their hideout was, I can't just run in there swinging my axe around like a maniac and expecting not to die a fool's death. I don't trust these guards. But as of now, they seem to be my only chance. True. Do you have any idea where we can My start only with chance, this эти ублюдки evidence? хорошо организованы. Actually, yes. I managed to intercept correspondence between one of their thugs and the leader. It should be enough to convince the guards of their presence. However, the thugs took all of my belongings when they ambushed me. Makes sense, I guess. An orc headed for a slaughterhouse doesn't need his books and valuables with him. I say we go right. Balrak! Bloody wound. No offense, but I don't think you should join us just now. Maybe later. I'm afraid that's true. Let us get your possessions for you. Fine. I'm no good to anyone dead, am I? I think I heard them talk about some camp near the old mines. Maybe you could start there. Переводчики, алло, что это было сейчас? Я, конечно, все понимаю, но настолько мимо перевести, это надо уметь. Вы там тексты вообще сверяете, нет? Что происходит? О. Это не предел. Звучит хорошо. Yes? Я думаю. What do we need? Ладно. Так, там дальше разберемся. Так, надо группы пересечь, а то мы опять группы. По частям пересечем, будет смешно. Так. No, please, mercy. I don't want to die. I don't wanna die. I'll take a No, please, mercy. I don't want to die. Then you better talk.
We want information on your syndicate. Yes, of course. What do you want to know? Как же ты по ночам-то спишь? How did you end up like this? You don't look like an average cutthroat. Because I'm not. I'm from the Mud District. Да что ж такое? Looking for work. But it's become almost impossible to find a good job as a fellow from the slums. Then that man Finn showed up in the Shangiga and, well, the pay was good. And it took me a while until I realized that it wasn't Wyvern meat we're selling. Что происходит? Вообще не сходится текст английский с русским. Жизнь какая. С чего все How началось? did this all start? Who in blazes came up with the idea of murdering orcs and selling their meat? I don't know. Really? Yes, really. I only joined the farm a few months ago and nobody ever told me who came up with it. All I know is that we have to report to a man called the Butcher who runs the slaughterhouse in Everlight. But I never saw him in person. Butcher? Slaughterhouse? If this wasn't really happening, it would be almost funny. I'm sorry. Как мне найти вашу базу? Where are your headquarters? You mean the slaughterhouse? Please, I can't tell you. They will kill me if I do. That does sound painful. Что такое? Please. It's in Everlight. Below Everlight, to be precise. You have a map, don't you? Here. That's where the entrance is. All the meat is processed there. And it's run by the Butcher, our leader. Anything else? No, I don't... Wait, yes. The countersign. You need to remember the countersign. You need to answer, I'm here for the produce, when they ask you, what's your business? I'm here for the produce. All right. Now, what should I do with you? Kill him. What? But you said you'd spare me. Да пошел ты нахрен. I'm sorry, but you helped to orchestrate a genocide. I can't let you live. But no, you can't do this. You'll regret this. Смешно получилось. Here we go. That must be the letter Kier mentioned, alongside the rest of his things. Атас. Не, ну просто текст настолько не совпадает. Где-то его больше, где-то его меньше, что происходит, непонятно. Общая канва хотя бы сохранилась. На то спасибо, что называется. Но выглядит дико. Fine. Look at that. My pale-skinned friends return. Had any luck? I think so. Are these your things? Let me see. Yes, they are. I have to say, I'm surprised. My experience with pale skin so far has been that you talk a lot and act very little. Нужно напасть на их Listen, укрытие. there's no guarantee the guard will take down the syndicate, even if we provide them with the evidence. I actually convinced one of their thugs to tell me the location of their hideout. They call it the slaughterhouse. And apparently that's also where we could find their leader, the Butcher. Butcher. Pathetic. But what are you suggesting? That we storm that place all by ourselves? That's suicide. We're all mages and know how to defend ourselves. And they won't be expecting us. I think we stand a chance. I agree. If you want something done, take it into your own hands. A bold plan. But I like it. Fine, let's take care of this ourselves. Where is that hideout? In the middle of Everlight. Just meet me there. Understood. Ah, and here. I think you should have this. You deserve it more than I do. So far, I haven't done much more than getting thrown into a cage. I'll meet you in Everlight. May your blood never boil. Да, ядрёт. Подожди. Чё он дал? Амулет? Сила и ловкость. Так, это, наверное, Ураму. Ураму там защита, правда, но... Сила и ловкость. И еще ловкость. И он сможет надеть меч.
А, блин. А, блин. Вот это мне надо было тогда, вопрос. Ну, топор я сохраню, но пока пусть побегает с этой фигней. Там разберемся. Защита от магии в жопе. Ну ладно. Так. What's next? Вкачал, блин, чтобы найти... Ну ладно, посмотрим. Типа я смотрю на него, но я его не вижу. Это нормально? А, вот он. Ah, there you are. So, where is that slaughterhouse? I'll show you. Follow me. Okay, I've been thinking. It's probably best if we try to maintain cover as long as possible. The sooner we start the killing, the more likely it is that their leader will get away. What do you suggest then? Simple. Tell the guards that I'm your prisoner, and that you brought me to the hideout for slaughter. If we do it right, then we might be able to get to the butcher without raising suspicion. Sounds like a plan. Let's go. Hello, boys. I brought you something for the butcher. That's the greenskin who's been sticking his nose into our business. Ah, right. That one. Why haven't you killed him yet? Because I thought the boss would want to have a word with him. Aye. I guess he would. So, what's your business? I'm here for the produce. Great. Come on in then. And make that fucking animal suffer, will you? Though Everlight is one of the few Nortandian cities with a multiracial population, non-humans are usually met with hostility and prejudice. While there have not yet been any big outbreaks of violence, it is not unusual to find a robbed and beaten-up elf in the Mud District's alleys. Due to their imposing physique, orcs were targeted less often. Until now. Okay. Here we are. Now, let's find the butcher. I can't wait. Так, поехали. Well. Так, эликсир. О, боже. Интеллект 4 для кинжала. Что-то херня какая-то. Лучше. Ну, я хотел купить. Лук возьмем, думаю. Так, ну пойдем. Fine. Привет, пацаны. By an orc. This is getting stranger by the minute. So, I'm guessing you're the butcher. And I'm guessing you're not here for a nice, crispy piece of orc meat, are you? No, don't say anything. I can feel it. You're the one who butchered my people near the mine, aren't you? Ну, правильный перевод. And you, orc, are the little detective who tried to expose my business. I guess I should thank you for coming. That saves me the trouble of tracking you down. Balrog,
You're an orc? Well observed, scum. I don't get it. Why would you do this? Orchestrate a genocide of your own kind? My kind? The kind that killed my father just because he refused to take part in slaughtering the neighboring clan for the struggle's sake? The kind that banished a little orcish boy and his sister without as much as one day's worth of provisions? Fuck my kind. The orcs have treated me and my family like stray dogs, and I'm only returning the favor. Но есть другие способы. If your clan mistreated you, there are other ways of getting back at them. Oh, are there? Such as burning a Zarek effigy? Stealing a barrel of beer from them? No. Our culture is as rotten as your corpses will be 2 weeks from now. Every orc who still lives according to this nonsense deserves to die. The more gruesomely, the better. Blazes, murdering orcs and selling them to humans. This is insane. I call it poetic justice. There's no point. He's lost his mind. See, that's where you're wrong. My mind has never been clearer. Your culture is a cancerous growth and needs to be removed from this world's tissue. Ладно, поехали. I've heard enough. With pleasure. Boys, fresh meat. I'll feed your bloody corpses to the dogs. Да что ты делаешь? They killed one of our heroes. Да господи, мяу сказать не успеваешь. Так. Back on your feet. We know. Help me, Brax. I need help over here. What? They killed one of our heroes. Стоп вас. Damn it, I need Back on your feet. Yes. Back on your feet. We need. Yes. Help me, for heck's sake. Так. Shit. For heck's sake. Ты вы жирные, ребята. Finally. Get ready. You read my mind. О, господи. Corporal, if your life depends on it. Перчатки дуэлянта. Отлично. Fine. Так. Сейчас постоим, полечимся. Что-то прям как-то жесткие ребята попались. Прям пипец. Ну хотя бы так. И Куча пошел искать лут. Не знаю, насколько good move. Но лут надо искать. Да, двой.
Привет. Sounds like a plan. Ящичек. Калечащий композитный лук. Интересно. Замедление. Ну-ка, 191, 199. Неплохо. А совсем неплохо. Урон от атак в секунду даже больше. Да, только крепкий композитный лук за 35 метров дальность имеет, а это 20 только. Ну да хрен с ним, давай. В принципе, пофиг. Так, а что у меня забыл? Клык за рак. А, это там меч прикольный. Yes. Got it. Really? More. Take him down. Yes. Спокуха. Амулет защиты. Текс. Город долбанутый получается. Ладно. Там никак не пройти. А там пройти, нет? Пройти. Привет, пацаны. Хорош. Will do. Привет, пацаны. Ща, погоди-ка. Так. А все, что ли? Ну да, все. Sure. А ни хрена. Так, надо там к перчаткам бриллианту Fine. сдать. If your life depends on it. То ключ слова. 3 аспекта мастерства. Now would you look at that? And it's over. Zarek's fangs. This was madness. I couldn't agree more. Yeah. I guess it's best if we forget about this as fast as we can. Either way, I will be forever grateful for what you did for me today. Before you go, please, take this. It's the least I can do after you risked your life for my kind. Also, listen, Tahar. Earlier on, you mentioned something about an army that you command. Was that a metaphor? It wasn't. Why? I, was wondering if you'd allow me to join you. Давай. Well, if you're an architect, your talents might actually come in handy. If you want to join, bring that evidence to the guard, and then join me at the border. I will do that. Он не это сказал. I appreciate it. And I promise I won't be a burden. May your blood never boil.
We'll talk later. So many dead orcs. Он не I это don't even know сказал. what to say. Херь, херь, херь. Нет, нет, нет. Записки мага. Блин. А где они? Дальновидность, самоанализ, вот это. Я нашел 2 из 3. А 3 где, интересно? Ищи теперь. Ищи, дурака! Теперь надо прыгнуть на остров, посмотреть, что там с големом, и убивать дальше. Цирк. Тебе сказали защиту. Humans butchering orcs for their meat. And here I thought I'd seen everything. My words exactly. Ну, в итоге, вот, пожалуйста, карта Всесвета. Не целиком, кстати, еще. Так сюда придется вернуться за 2 вещами. За запиской мага в сундук. Как бы не забыть об этом. И с декоративным мечом. Проходится за примерно 4 часа. Плюс-минус. Ну, правда, у меня сложность повышенная, поэтому такое. Лишь быстрее. Я не могу сказать, что у меня основное время заняло драки, скорее разговоры. Где этот придурок-то? А. Ah, there you are. In case you were wondering, I sent 2 mages to help Richard and Hubert find their way to the guild. It will be a marvelous opportunity to deepen our knowledge on magic. I'm still fascinated by the idea that an abundance of magic is able to create sentience. Just think of what that entails. Either way, I am ready to join you. Да-да. Ядро голема. Сейчас я к торговцу зайду. Че ты хотел? На самом деле уже ничего. Ну, нафиг. Так. Пойдем. Сейчас перчатки сдадим. И будет норм.
Forced Reforced. Мне очень нравится сам Reforced. You got it. Well, understood. Алин. Finally. Zarek guides me. Отойди. Nothing. Так, я понял, это бесполезно. Жесть. Так, заклинание активируется при каждой атаке. Изменяет перезарядку всех способностей минус 1 секунду. Снижает время перезарядки на 1 секунду при каждой автоатаке. Вероятность критического удара плюс 15%. Вероятность блока плюс 15%. Охренеть. Так, ну, я хрен знает, кому это давать на самом деле. Что у тебя и так уже 15 концентраций в секунду, чтобы как-то... Может, ураму дать? Конечно, перезарядка для него такое, а вот или это критические удары блока... Пожалуй, да. Че у него тут? Силы и ловкости, окей. О боже, у него еще один, ладно. Так, пойдем. Fine. Какая жесть, слушайте. Так, нам нужен... Сначала с броней разберемся. Или с квестом. Давайте с броней. Сначала с продажами. Так, у тебя денег не осталось, я понимаю. У тебя денег не осталось. Лучница. На самом деле лук у нас уже хороший, но мы сходим посмотрим на тот лук. Да, зато продадимся. У нас лук просто на короткую дистанцию лупит, с другой стороны, у нас лучница все время в разборе. В каком-то диком. Если бы тут можно было как-то выставлять дистанцию, как они двигаются, как в Baldur's Gate. Так. Так, один топ-хим точно можно продать. Красный, черный, белый.
Ой. Отдай. Почерневшая магистерская мантия бездны, эпическая. Звучит, конечно, классно, но она не очень. Доспех Ирии 0 вообще стоит. Потрепанная черная мантия какая-то. Да, вот, позиция лука. Пролитая. Так. А, так это что-то самый. Клещий композитный лук. Просто у меня выпал. А, подожди, а огненный там был пламенный, плюс 33 поджига. Дальность, кстати, тоже хреновая. Что-то еще есть. Понятно. Рассекающий 20% шанс, ну там нормально все. Ну, я думаю, что мы так... Подожди. Применить. Это я покупать ничего не буду здесь. Броник можно купить, в принципе. Денег у нас накопилось 30 тысяч, по-моему. 37. Not bad, черт возьми, not bad. Let's see. Axes, daggers, swords, О. everything for the wary traveler. Так. Подожди-ка. Так, вот это можно. Сколько денег? 10 тысяч, отлично. Быстрый саблю бы продать. Это мне что-то жопа. Фу, жопа. Жаба душит. Отличная катана нахрен не нужна. Вот этот щит тоже не нужен. Ладно, ставим это. Подожди-ка секунду. Так, хорошо. Давайте посмотрим кольца. Это обычно защита. У меня такой есть. Это урон. Интеллект и сила воли. А у тебя амулет. То есть я могу, в принципе, пожертвовать этим амулетом. Допустим. Допустим. Так, интеллект и сила воли +1/+1. Это ему поможет жить прекрасной жизнью. Так, а кольца? У тебя еще что-то есть? Кольцо защиты. Круговой удар. Множество сил для способности +30. То есть круговой удар станет имбой долбанутый, да? Предупреждать мне никого нет. Град это не про меня. Священный щит ни у кого нет. Рикошет, по-моему, ни у кого нет. Здесь концентрация. А это что? Хорошо, здесь концентрация. Да нахрен иди. Круговой удар. Минус 11 тысяч применить. Так. У тебя что? Да у меня этого как... Да. Нет, вряд ли. Мужик, вряд ли. Так, пойдем за броней тогда. Ну, потому что концентрация постоянно нехватка, и наш главный персонаж ему ауру раздает. Ему вообще концентрация не помешает, конечно. 50 здоровья, я думаю, не сильно повлияет. Я надеюсь.
Interesting. You're an adventurer, aren't you? Так. Come take a look. I'm sure I've got something that А это might что? spark А, your это interest. клык. Ну я уже решил, что я это продаю тогда. Хрен с ним. Что со стволами? Да ничего со стволами, мне это нафиг все не нужно. Ну серьезно. А с броней куда веселее. Вот это 50, 25, 25 увеличенное сопротивление, усиленные латы. Да, пожалуй, вот это. Дальше ария. Ну понятно, все, что нужно на самом деле. Усиление. Она она не может. Она. То есть 5, но 6, но 5 концентрация. А тут если здоровье выше 90%, вызывает эффект усиления. Что неплохо. Ты, друг мой, а у тебя, в общем, такой же. Я волю, сильные латы. У тебя тяжелый шлем уверенности. А чё? Железная маска не запятнана. Да, классная штука, но носить ее некому. Тебе прикольно. Так, на тебе. Да, пожалуй. А железная маска не запятнана, у меня плюс 5 концентрации. Но у меня можно кольцо плюс 10 концентрации. Короче, давай. Гулять так гулять. Так, применить. Все. Во-первых, вот это. Ну. 8 очков концентрации тратит. Вот это рожа. Зато негативные эффекты минус. Амулет. Это не мне. А что у тебя за амулет? Плюс 20-очка. Нормально. Круговой удар. 50 здоровья. Так. Да, слушай, я круговой удар не беру тогда. 50 здоровья ничего, а круговой удар у нас будет зато охренительный. 220. Кровотечение и плюс 30%. Господи. Извините. 169, так 220. Ну, такой суровая разница, извините, конечно. Так. И верни мне амулеты, пожалуйста. Где они? Что-то разберет. Так. Ирия. У тебя что? 50 здоровья? Здесь концентрация. Все. Ты. Ну, сейчас концентрация вообще по мне тратится, имхо. Ну да. Ну, давайте 50 здоровья тогда дадим. Че у тебя? Сила, ловкость, окей. Гор. 20-ку мы как-нибудь переживем. 7-7. Еще 10 концентрации дополнительно. Так, вопрос по шлемам. Вот это да. Ну, ему главное пережить первый удар, а дальше ему пофиг. Вот это, конечно же, это эпик сплошной. Весь в кольцах, весь умазан всем просто. Ну, еще уникальный какой-нибудь хреновину. А ты что делаешь? После убийства врага каждую 1 секунду воздействует на себя. Это не Ирия. А у тебя что? 10-5, 50 здоровья. А у тебя сколько? Урам. Да ядрет, нет. И что он не выбирается? Где Урам? Он застрял где-то. 1458. Слушайте, ну, я переживу, а вот восстанавливание ХП очень даже пригодится. Страшный человек, слушайте. Страшный человек, очень страшный. А есть что-нибудь по морде? Мидас?
Знаете, слабость еще сверху. Так. Ну все, мы вроде обулись, оделись. Семьдесят три, 77, 100. У Рама защита от магии говно. Что с этим делать? Может быть, хрен с ним, с мечом. Но я могу сейчас вложить очко в ловкость, например, на самом деле. И тогда я смогу одеть этот... Это непонятно, нахрена мне это амулет вообще. Ну, у него защита от магии херня полная у Рама. Так-то ничего, все. Ну, я уже молчу про эту бабу, да. У нее вообще никакой защиты. Ну... Не понял. А. Крестик, что? Подожди. 197, 191, 197. 30... 36, это быстрее. Ну, чистый урон. Не, нафиг. Хотя, с другой стороны, защита. Ладно, давайте тогда, да, чистый урон полезно применить. И тогда мы делаем вот так. Хотя бы так, потому что что-то у него совсем печально. А кому тогда вот эта хрень, непонятно. Так, это Гор. У тебя что? Ладно. Так, теперь ты. Алрик Тахар. Силу, конечно, фига. Так, выносливость немножко, потому что не хватает постоянно. Хотя да. Так. В следующий раз ловко будет. Гор! 2 очка. Ну, одного интеллекта, одно в силу воли, уже понятно. Так, теперь Алик Тахар. Третьего нету, да, ладно. Стану-то пользоваться только этим. 2 очка. А что тут? Да ладно. Хотя нифига не ладно. Сколько у тебя концентрация? 35, из них жрутся... из них жрутся... Ну да. Вот там фаст восстанавливал. Ладно, одночку сюда. Точку вампирик. Вытягивает 9% нанесенного урона. Я думаю, мне этого хватит. 38. Ну, хотя бы так. Ирия. Что такое сближение, не знаю, но и хрен бы с ним. 3 очка у него уж накопилось. Так. 6. Меткий стрелок. Так, урам! Да не надо, у меня меч с чистым уроном. А ведь здоровье я бы бахнул.
Ну такое. Давайте плюс 10%. И силу удара. Тут применить. Так, ты, дорогой друг. О. Прикольно. Ты урон сейчас не наносишь. А вот снижение стоимости всех способностей дело приятненькое. А, вот так вот, да? Скотина. Душ проклятой крови. Ни хрена себе. И эффект массы. А почему? Эпидем 17. Ну извините. Множество силы для всех способностей. По этой ветке или вообще? А вот этот множитель увеличивает силу заклинания только по ветке или вообще всех заклинаний? А? Всех. Так, в итоге, ну нормально, короче, все, отлично. Мы оделись, обулись. Иди сюда, у тебя деньги появились, я знаю. Так, подожди, а я не поменял, что ли, ствол? А, почему? А, выносливость 7. Ладно, тогда тебе оставим пока что. Оставим тяжелый шлем уверенности. Не знаю зачем. Так, здесь понятно. О, было стоило 6, а после бафа стало стоить 10, кстати. Пусть будет 50 гномного мяса. Куплен, извините. Вечные 50. Тут всякая фигня. Добыча, я не знаю, это надо продавать, не надо продавать. Не знаю. Так. Так, 10 тысяч у нас есть, в принципе. Да. Все. А она не крафтит ничего, да? То есть добыча не крафтит, ничего не делает, мне хочется сказать. Ага. Ну ладно. Fine. Обидно. Yes? Want to trade? Ну тогда добыча. А ядро при этом вот это квестовое. То есть вот это все можно продать. Ладно, если что, я знаю, где его купить. Ну, чисто оставлю. Я снова богат.
Красота. Мы богатые, обутые, одеты. Можно выполнять мейн-квест. A coin, kind sir. Please. All father will reward a coin, kind sir. Please. Are you Sir Ilbertus Wadley? Yes, I am. Who are you? How do you know my name? We're here because of the island in the Black Sea. That accursed island. Tiara's breath. Here I thought I was done with it for good. Let's not talk about it. Но мы хотим, он, кажется, это злишься. You seem bitter about it. How did you guess? I sacrificed everything I had just for some deluded fantasy. From a nobleman in Tiara's grace to a beggar in the mud district. Quite the career, isn't it? And all because of some deluded childhood dream. Because I wanted to believe I'm special. Ну, вообще-то искать поедем. We know for a fact that it exists, and we want to find it. What? The island exists, and we have reason to believe there's something on it that we need. And we've been told that you tried to excavate an old Hibernian portal that could lead us there. Forgive me, but this is a lot to take in. But the portal недоволен. exists. Yes. Yes, it does. But it's useless. Just a piece of stone. В твоих жилах гибернийская кровь? Another question. We were told that you consider yourself part Consider, Hibernian, ага. like the Queen. Well, not anymore. But yes, I believed that for a very long time. How come? Long story. The short version is that I've had these strange dreams ever since I can remember. Dreams of turquoise marble, of old rituals and ancient dragons. But they were always so vivid, like a real memory. And that led you to believe they were? That and the fact that I've always felt different from others. But then again, who doesn't? In the end, the Creators Guild was right. I had nothing to back up my claims. Так, потратил все свои бабки. So you used up all your wealth to find that island? Yes. As you probably know, no one was willing to fund my expedition. So I decided to take the matter into my own hands. Looking back, I can't believe how obsessed I was. Even when I sold the house my family had lived Надо in учиться for что-то придумать с доспехом. generations, I didn't see where that route was ultimately bound to take me. But I'd rather not talk about it. I hope you understand. Откуда ты узнал про этот остров? How did you learn of that island? That's complicated. What it ultimately amounted to were some vague explorers' diaries, dreams, and an active imagination. And that's all? No, it's not. But please understand that this is a very painful chapter of my past, which I prefer to remain closed. Что ты надеялся найти на этом острове? What exactly did you hope to find on that island? Wealth. At least that was part of it, and what I told my potential patrons. Then, of course, there was my supposed Hibernian heritage. But all that aside, Hibernian culture has always fascinated me. I studied archaeology in Greyfell, and as most archaeologists, I was always laughed at. Most people still consider it an expensive hobby for nobles rather than a true craft. I wanted to prove them wrong. Ладно, покажешь нам этот портал? Be that as it may, we need to find a way to get to that island, and building a ship isn't an option. Can you show us that portal? Haven't you listened? It doesn't work. We need to try. Can you take us there? Fine.
I can, but only under one condition. You need to pay me. Now, believe me, I wouldn't ask this if I had a choice, but leaving this place during the busiest hours of the day means I'll end up with an empty belly tonight. Just give me 30 gold. That should last me for a week. Держи 60. Take 60. Oh, that's very generous of you. Thank you. Meet me at the excavation site, will you? I need to take care of something first. Okay, see you there. Да-да. Так. Poor man. To give it all up for your dream and then fail. That must hurt. They're not as uncommon as you might think. Some dreams just stay dreams. We just like to tell ourselves otherwise. Что происходит? Child's play. Да куда ты бьешь-то? Yes. Nothing will go past us. What do we need? Let's see. Dear's breath. You really killed them all. Да. Just who exactly are you? Да бывший A солдат. former soldier. So this is the portal. Yes. Did you reconstruct it? No, it was still intact when we found it. Which is more than strange, but that's also where the mystery ended. We couldn't activate it, even with the portal stone. Как вы его нашли? How did you find it in the first place? And what makes you believe it's connected to the island? Hibernian stone tablets. You see, similar to the Shapers, the Hibernians had developed a magic that allowed them to travel great distances within a short amount of time through portals. By stepping through an active portal, it took you wherever its counterpart was located. Никогда такого не видели. Teleportation. Yes, but much safer and also available to the common folk. I see. And how do you know this portal's counterpart is on the island? Another long story, for which I assume you don't have the time. Suffice to say that I found a kind of map, one that outlined all the Hibernian portals, how they used to be back in their era. Что такое портальный камень? What's a portal stone? Something to activate them? Yes, but as I said, it didn't help. I paid a fortune to buy it from a Chilean merchant, but I might as well have sung my incantations on a brick. Where is that stone now? Can I see it? You're really stubborn, aren't you? No, you can't. Because I threw it away. Why? Because it was useless. It was useless. Like all of this sodding, pointless horseshit I ruined my life for. Forgive me. I shouldn't have gotten so upset. This place, it just brings up memories. Куда ты выгнал? Да, все в It's порядке. all right. You've lost a lot. Да, But you please, lost a lot. this is important. Where did you throw it away? Do you remember? Yes, I remember. There's a small shack near the old river watch in the southwest. That was the day I had finally realized that I had been chasing a ghost all along. You'll try to find it, won't you? I can see it. Please. I don't know who you are. But believe me, it's pointless. You're wasting your time. Let me be the judge of that. Will you wait here? If you insist. It's not as if I'm missing anything in that sodding city. Ага. Ой, а зачем?
would you look at that? Камушек. There. Я не могу I think выйти that's на the shack улицу. Watley was talking about. Look at that. Could this be the stone? Show me. Yes, that might be it. Though, that's Ты видишь, у меня не активна карта This мира. stone, А, ты не видишь. it's ornamented with Hibernian runes, but it looks a lot like our Shaper rune. Interesting. Well, let's get back to Watley. Я схожу за эльфами, но просто сейчас я поехал в свет. Убей меня за это. I'll take a look. Watley? We found... By the... What? How is that possible? Среагировал на мое The появление. portal. I think it reacted to me. This doesn't make sense. No, this is a dream. This isn't happening. I need to see. Blazes, stop! Too late. We need to follow him. Great, but you go first. What? Though some cartographers may claim otherwise, the maps of Io are still far from complete. The Black Sea in particular has always invited explorers and adventurers to fantasize. Situated north of Fiara, many ships have fallen victim to its stormy waters, causing the number of expeditions to diminish. Окей. Так, тайм-аут, 2 минуты. Задний свет включить. Темно уже.
Текс. Укочу свой путь. О, да. Да нажимайся. It worked. It felt just like traveling with a godstone. Only that this seems to have been a one-way road. The portal is closed. What about the portal stone? I don't know. It seems empty. Activating that portal must have used up all of its energy. Question is, where's Wantley? And is it just my imagination, or is the sun a bit lower than when we stepped through? Possible. It's the same thing that happens when using teleportation magic. A distortion in the fabric of time. Anyway, we should go look for Watley. If he's on his own, he might be in danger. Agreed. Let's follow the path. He can't have gone far. Ага. О! Yes? Really? Hard to believe we're suddenly thousands of miles from Everlight. But there is something unique to this island, isn't there? Yeah. There's hardly any magical signatures around us. Whoever lived or lives here been in contact with the outside world yet. Hmm? Так. Поговорите с Вотой, не поговорите с Вотой. Погодите. Я шел за... О. Что здесь происходит? Save for the Medusae, this place looks quite serene. Ой-ой. Interesting. Но там же шмоточка. Как же я без шмоточки? Можете друг от друга не отставать хотя бы? Finally. Так. Fine. Ладно, хрен с ним. Новый континент, все дела. Bugger and blast it. Who were these creatures? Не знаю. What took you so long? We entered the portal just after you. The teleportation caused a distortion in time. Oh, of course. The writings mentioned that. Well, thanks for saving me. And sorry for being so mindless. These creatures, I thought they were going to kill me. Who's our friend? I don't know. He must be one of the locals. But he doesn't seem to understand our tongue. Tunde, I do. Fine. Now I'm lost. So am I. How can you know our language? Because we are both Kalal. You come from the Forsaken Land, which our people left behind hundreds of generations ago. Though your way of speaking is strange, be that as it may, I am not worthy of answering your questions. I will take you to our Yaris. She has predicted the arrival of outsiders, and it seems that her readings have become true. You will free us from Shar's snake spawn. Кто такой Шар? Who is this Shar? Lakeshi, a renegade, a traitor. But our Yaris will tell you all. Мы из одного края? We come from the same land? You mean, you're also from Northander? Yes.
but our ancestors left it behind. It's a long tale, and again, not one I am worthy of telling. Окей, давай. All right, then take me to your Yaras. Wait, Yaris? Tonde. This sounds a lot like the Hibernian tongue. Are you Hibernians? Not directly. But again, our Yaris is better fit to explain that. No. Now please follow me. Follow me. Мы будем идти. Спасибо. You're cool. Saris Jadul. Mekil. I thought the snake spawn got you. They almost did. These people saved me. They are from the Forsaken Land, Yakul. Just as she read from the stars. By the name of the sun. Outsiders. Are they... I mean, do they speak our tongue? We do. And I bet we have as many questions as you have. I see. Gallus Danwaji, outsider. Thank you for saving this man. You have no idea what his death would have brought upon our village. I promised to take them to the Yaras. Can you let us in? I believe so. Take them to the Yaris, Mekil. She will want to know the stars spoke the truth. It was an honor, outsider. Да-да. Did he just say star readings? I see the outsiders have arrived. Yaras. Yes, they have. Just as you predicted. And they saved me from the snake spawn. Then you already have my gratitude, stranger. Mekil, you Snake spawn, змеихидные. Well then. I'm a Shah, holy Yaris of the Ulias tribe. What's your name? Taharia. Tahar. That man, he said you foresaw our coming. I read the stars, yes. They told me that soon a stranger would come. One seeking for something to end a curse put upon his land. The Bloodbud. Don't tell me. Our tribe has left the Forsaken Land for a reason, and whatever is happening there, it does not concern us. All that matters is that the stars sent you to save us from Shar, and that we, should you succeed, give you the Kasarlanthep stone in return. Камень, ну да. The Kasarlanthep stone? Yes, the ones who created the relic you're looking for. You mean the Shapers? If that is how you call them, yes. Ваш народ сбежал с материка? So, your people fled from the mainland? Yes, we did, which is why we were able to talk to one another. But that was a long, long time ago. And since you will probably ask, we left because we were persecuted. Persecuted? Why? Because of our faith. We followed the ancient teachings of the Hibernians, and though we were only a few and our faith was peaceful, the priestess of Tiara did not approve. Долбаная We религиозная started to roam дрянь. the lands in search of a new home, but wherever we went, people drove us away. Until one Ужас day, какой. one of our sages found a portal. You can imagine the rest. Королева элита Киберника. Queen Aelith is a direct descendant from the Hibernians. Who? Right. He wouldn't know. Вы поклоняетесь гибернийцам? So, you worship the Hibernians? No. They weren't gods. We follow their teachings. Which are... Quite simple. I know most remember the Hibernians as brutal dragon hunters, but they were so much more. I even dare say that their downfall was the worst that could happen to Io. But this is a complex matter. If you are truly interested, read one of our parchments. You should be able to decipher the writing. Oh, trust me. I'll do that. Никогда не хотели вернуться в Фиару? And you never wanted to return to Fiara? No. В чем помочь? Alright, what do you need help with? Your Medusa problem, I assume, and this Shar who's controlling them? Yes, but it's a bit more complicated. Shar is my son. Where should I start? I have two sons, Dul and Shar. According to the Hibernian traditions, it was set that Dul would succeed me as the next Yaras. As you can imagine,
This was never easy. Shar never accepted Duel as the legitimate firstborn. Вражда между братьями. I think I can see where this is going. It's not that simple. You see, their father died when they were both very young, and that shaped their personalities in very different ways. Shar was frail, sensitive, and emotional. He was always sick, had horrible nightmares, and often talked about these voices he heard. Голоса? He heard voices? Yes. Not only during the night, sometimes even in broad daylight. What did they say? All kinds of things. But nowadays, I simply think it was him having a too active imagination. Что за What кошмары? kind of dreams did he have? Everything, really. A lot of it revolved around his father's death. And then he had this one about the sacrificed woman. The sacrificed woman? Yes. According to him, he always found himself in some temple-like room surrounded by strange, puppet-like creatures. He walked down a hallway until he stepped into a room where there was a woman lying on an altar. I talked to our shaman about this, but he said that it might simply be his fragile mind. Now I believe that it also had something to do with his magic. A lot of gifted children suffer from strange dreams like that one. А что с Дулом? And Duel, your firstborn. He was the exact opposite. He was strong, always healthy and good with people, but hardly ever showed emotion. It was almost as if he was destined to succeed me. Так, как умер твой муж? How did your husband die? His heart just stopped beating. A rare disease that had run in his family's blood for generations. My condolences. Ну и как они друг к What was другу their относятся? relationship? Well, Duel was very distant towards Shar, and Shar hated Duel with a passion. The day things got truly complicated was when Shar discovered his magic. His talent was enormous. Кто его Who обучил? taught him? I assume you don't have universities on this island. You are right. We don't. My duties as Yaras kept me from teaching him myself, so it was mainly the old shaman who died 2 years ago that taught him. But as I said, his talent was enormous. He didn't need much guidance. Что Let's произошло? cut to the chase. Where did the Medusae come from? Well, it all happened a month ago. One night, Shar and Duel were gone. The next morrow, our village was surrounded by snake spawn, rallied behind my Shar. И чё он хотел? But what did he want? Force you to make him the next Yaras instead? Worse. He said that since we are too blind to see, he would take matters in his own hands and enforce the trial of brothers. Of course. I don't understand. In the Hibernian Empire, it actually wasn't custom for the firstborn child of the emperor to succeed him. Instead, their heirs had to compete in a ritualized duel, which mostly ended deadly for one of the parties. That way, or so the Hibernians figured, there would never be a weakling on the throne. Он так утомительно Very similar разговаривает. to our tradition. That's interesting. They forced siblings to kill each other? That's brutal. You're right, it is. As much as our people admired the Hibernian faith, this wasn't a custom we ever adopted. Be that as it may, for the month, Shar's had his snake spawn abduct villagers to help him restore the ruin up north, so that it's worthy of hosting the trial. Once that is done, he wants to challenge his brother to a fight at the mountain altar. You see where this is going. You need to bring him to reason. How am I supposed to do that? I can't take on his entire army by myself. I know that. So the first step should be to free at least some of our people he has taken prisoner. After that is done, we can discuss further steps. Где мне искать твоих людей? These villagers your son holds captive. Where can I find them? As far as I know, he took most of them to the ruin up north, but the place is heavily guarded by snake spawn, and he has shut himself in, so you can't go there yet. For now, it would suffice if you took care of the smaller camp just north of the village. I
I feel bad to ask this of you, Tahar, but frankly our hands are bound. I just have to trust the stars that I'm not sending you into your doom. Ну, дождь закончился. Yes, I guess you have. Ой, ладно, ладно, как можем вразумить твоего сына? If only I knew. Talk to him, convince him, make him realize what he has done. Just try not to hurt him, will you? But as I said, first of all, our people need to be freed. As long as the village is defenseless, we can't provide you with the means to take down his camp. I'll be here if you need anything. Now good luck, Tahar. And for what it's worth, sorry for burdening you with this. Ага, спасибо. Так. Лут, 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 тыковки. Что, нет лута? Так, тогда... Ну, сейчас все обыщем тогда уж. Ну, а чё он там сидит, этот скелет? Стреляет меня. Какие-то гибернийские руины. То есть технологии этих шейперов, они не исчезли сразу. Гибернийцы еще умели строить порталы. Интересно. Эпическая одноручная. Кстати, быстрее мои. Слабость, вялость. Подожди-ка. Так, сколько сейчас? Да, слабее. Ультра старая? Нет. Спелфорс это третий спелфорс. К тому же его рефорснули. Так. Окей. Начинаем обыскивать все плохо лежащее, хорошо валяющееся и прочее. Пойдем по бережку. Вдоль по бережку. А? А вот так ты не можешь. Ну и хрен с тобой тогда. Пойдем. Очертим. Очертя голову, короче. Графон более чем неплох. Еще и все персонажи, вон. Броники, все дела. Мечики. Красота же. Ой, какая. О! Коча знает. 300 рублей. Не то чтобы много, но потихонечку. Так, хорошо, пойдем. Мы не пойдем сразу на север, мы пойдем смотреть, что тут вокруг есть для начала. Ты понимаешь? Так, пойдем направо. Ну, потому что я чувствую, что будет стратегический режим, а раз будет стратегический режим, неплохо было бы. Так, отойди, блин, придурок. Плохо было бы все обыскать. Снижение стоимости. Так. Ага, я понял.
А КСПБ так болеет за Маргиров, потому что он сам играл за Маргир. И теперь типа, о боже, Кочи не взял Маргир. Нет. Так, топография, конечно, мое почтение. Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Стало странно. Sounds like a plan. Найн? Найн так найн. Труп. Let me see. Это еда была. Really? Не грохочи. Грохотун. А? Приятненько же. Ходишь, что-то смотришь. Да, более чем. Какие-то руины. Как они, правда, за сотни поколений их не... Какаха сплошная. Ибо вот это надеть, но на это нужно выносливость 7, а у него вынос... Слушай. А, нет. Не слушай. Я понял. Ладно. Надо найти бутылку на этот самый... на статы. Если она будет... Должен быть завершен. Looks a bit like the portal stone that brought us here, doesn't it? Will do. Да ты бесишь. Торговца нет. Отстой же. Давайте, кстати, поговорим с этим дядькой. Tandai, you're the outsider, aren't you? Interesting. Поговорили. Так, ничего нет случайно. Вроде бы нет. Хотя, может быть, и есть. Не могу отсюда как-то... Нет, не можешь. Ладно, с тобой давай. Fish, forests, fields. They really have it all, don't they? I can understand why the islanders are so fond of this place. Интересно. Что за фигня? Finally. Какая-то гибернийская хрень. Что-то пустынненько. The wide open sea. My, how I miss this. I guess we can't take a break here, Tahar. Our boots and lay down a little. Now's the time for this. All right, all right. Sorry for trying to enjoy life a little. Will do. Текс. Пойдем туда посмотрим. Ну интересно же, блин. Это хорошо. Да, блин, один отстал. Это хорошо, что у нас есть амулет ускорения. А то было бы вообще печальненько тут бегать так. О! Ящичек.
Понятно. Короче, надо нашей бабе выносливость качать, это по-любому. Тут еще один остров какой-то. Так, а тут что? Не брод, нет? А, это он так изгибается. Я тебя понял. Чего нет? Так, на всякий случай пройдемся, конечно. Sounds like a plan. Sounds like a plan. Странное место, да? Zarek guides me. Странно. Паучки. Все. You got it. Тыры-тыры-тыры-тыры-тыры. Какая-то хрень синенькая. That way? Отлично. Now would you look at that? Я на самом деле думаю, что правильно сделал, что взял тут меч, этот двуручный, потому что надо, кстати, апнуть при возможности. У тебя же есть владение двуручкой? Да, было бы неплохо. Окей. Fine. Sure. Так. О, труп. О, нечисть. Как-нибудь само умрет. Умер. Вот и умничка. Снижение стоимости казармы. Как бы их так расставить? Вот нет тут постановки, как отряд идет. Это прям... Прям беда. You got it. Прям бесит. О! Топор вождя навершия. Так. Лутать надо. Надо набор на вещи еще собирать всякие. Ящичек. Ящичек мы видим. Так, а подъем-то будет, нет? Кабанчики. Так. О, господи. Walking corpses. Take me. Да, ядрёт. А, это было не обязательно. Ну, не важно. Так. Производительность труда. Повышенная производительность труда. Куда я иду? Кто бы знал. Так, стоп. Это иду.
Точное копье. Ну, копье нафиг надо, у меня никто копьем не пользуется, но в целом почему бы нет. Так, там не пройти дальше, там не пройти. Пойдем здесь. Топография, как всегда, психопатический немножко. Самую малость. Самую малость. Really? Да, really. Так, что-то мне кажется, что мы приближаемся к тому месту. Sounds like a plan. Здорово, чуваки, как дела? Да ладно. А, ну, сами сдохнут. Так. Гора, с которой можно осмотреть вообще всю локацию. О, привет. А, ну не привет. Тогда я пошел туда. Это манера лечить. О. А? Ты смотри, куда они заныкали труп. Это ж с ума сойти. Huh. Interesting. Sure. Так. Так. Так, отсюда, наверное, все-таки не налево. Что вот нам сюда, по идее. Пойдем мы сюда. Боже. Так, подожди. Сам черт ногу сломит тут. Кто куда идет? О. Interesting. Железо, кстати. Так, это налево, а если туда, то туда. Ну-ка, подожди-ка. О, кошатники. Пуньк. Шкура лютоволка. Это лютоволки. Лютоволки или лютоволки. О! Парень, херня. Погоди. Мы еще здесь не разведали. Нет, подожди. Вот так и так. Вот сюда. Ну, гора лучше шмотка. У меня сейчас без брони и выносливости бегает только дурнаши. Так. Really? Типа того. О!
Хватит меня бесить. Fine. Да, чпонька. Ужас какой. Так, хорошо. Здесь мы вроде все обыскали, но на самом деле нет, потому что сундук. Ну, ей бонус войска дать или найти какую-то уникальную броню, потому что пока что вообще непонятно, что с ним делать в таком положении. Железо, кстати, хорошее количество такого. Такс. Только что я что-то выхватил или нет? Померещилось? О! Пизду. Что-то нашли. The landscape does remind me of Gore a little. Not the wasteland where we met. That's so. Ну, так, хватит. I need help over here. Да, релаксни. Паникер. Finally. Интересно. Сокрушительный боевой посох зимы. Так, что у нас плохого? Ага, вон наши жители. Вон змеюки. Медведь. Северный храм, стена. Обалдеть. Так, подожди, а там что? А как туда попасть? Ага, я понял. А тут... Господи, боже мой! Там еще один. Подождите, я видел точно... А, это она, наверное... Нет, не она. Здесь, отсюда. А здесь мечник забрали, что ли? Я что-то был уверен, что была еще одна херня с ящиком. Ну, может быть... Да, наверное, забрали. Так. Тут сюда надо ворваться. Вообще, по-хорошему, надо спуститься вниз здесь и попробовать прорваться. Да, попробуй. А направо пройдемся. Так, вы можете идти так, чтобы впереди были воины. Вот как сделать так, чтобы они шли нормально, а? А. The one where Shar wants to hold the trial of brothers. Blazes. Look at it. It's enormous. And it's a villagers to build. Huh. А как ты колдуешь, интересно? Так. Мы идем в засаду. Очень тайную. Привет, медведь. Ну, как хочешь, конечно.
Ну все. If your life depends on it. И Мишка немножко умер. Свиток устойчивости. Ага, стену не пройти. Ну ладно. О, сюда надо поставить мину. Я видел это в кино. Сломать никак. А, тут можно пройти. Нельзя. Sure. Ну, да. Я раз обзором великолепно. Так, подождите секунду. Я пойду туда вниз сначала, извините. Finally. Да погоди ты. Там элементали. Слушай, там элементали и лут, отстань. Отстань. Отстань, тебе говорят. Отстань. Отстань, там элементали и лут. Отстань. Отстань. Уйди. Да чтоб тебя. Да, буквально пару минут и можно заниматься заданием, в принципе. Привет, медведь. Как твои дела? Так, уйди. И смотри, какой живучий, а. Честь ледяного голема. Какая живучая тварь. $400. Ну, как бы окей, ладно, давайте займемся заданием, так уж и быть. Ну, что поделать? Ничего не поделаешь. Придется заниматься заданием. Прям грусть-печаль. Привет, привет, привет. Ну, ты реагировать будешь, нет? Извините. Привет, медузки, как дела? Так. Блин, ладно. Look, villagers. Ты смотри, что происходит. Ты смотри, какие мы противные. Так, достала, убей. What's that?
Is it attracting Medusae? Just give the word. Uh-huh. Не, шмота не дадут? Ну ладно. Давай. Sarus Jadul, you killed them. Прикинь. Who are you? Your Yara sent us. Are you okay? Can you walk? Yes, I think so. Are we free to go? Типа Yes, того. they're awaiting you in the village. Go? After all this cursed brat did to us? What do you suggest? I don't know about you, but I have someone to take care of. Well, Да then ладно. go. I'll join the outsider. You do need help, don't you? It can't hurt. Then I'm with you. Me too. I want to be there when that cursed child gets brought to justice. I hope Justice. you know what you're doing, Ruslan. I really hope you do. Just go. Руслан. We'll be back. Окей. Крестьянин. Такс. Где она там, блин? Sure. Здравствуйте. Tondai, outsider. What do you need? Нашел этих I людей. found and rescued your people. Yes, I know. Thank you, Tahara. You have no idea how much that means to me. The thought that my son caused all this. Да ладно. I still find it hard to believe. But be that Aw. as it may, at least now we are able to defend our village again. You should go talk to our shaman now. He will be able to both assist you with your passage back to the mainland and with taking care of Shar. I'll be here if you need anything else. Ладно. I'll be off. Thanks for your time. Да блин. Yes? Finally. Are you the shaman? The Yaras sent me. Ah, yes, that's me. Tondai, friend. She told me you'd come. You're looking for a way back to the Forsaken Land, aren't you? A way back to Nortander, yes. Good. First of all, I can't thank you enough for what you did. Those people, my friends, they might be dead if the stars hadn't sent you. Всегда к твоим My услугам. pleasure. But how do we get back to the mainland? Of course, let's make it brief. It is possible to reactivate the portal. Not the one you came through, but another one. However, it won't be easy. Why? Well, for starters, Shar's snake spawn is all over the island, probably also near the portal. We need to free it from them first, which would most likely provoke counterattacks on the village. Rebuilding requires stone and wood. Reigniting it requires energy. And finally, to activate it, we need a portal stone. Like this one? This is the one we used to get here. Show me. Yes, that's a portal stone, but you used up all its energy, so it's useless now. We need a new one. Так, где можем найти? Any ideas where we could find a new portal stone? Well, this is the most complicated part of the story. Though it's theoretically possible, I doubt you'll find one that is still fully intact. However, if you find me enough Hibernian crystal shards, that might work too. Hibernian what? Crystal shards. It's the raw material runes are made Yeah. of. If we're lucky, we might find some in the ruins on the island. But again, no promises. What about these? I found them in the Hibernian ruins on the island. Let me see. Sarus Jadul, yes, they are. This is good. This is You've been really good. lucky, you know that? Really Without lucky, you these know that? crystals, there would have been no way to reopen the portal. We still haven't finished the repairs on the portal yet. It's more complicated than I thought, but I need time to create a functioning portal stone from the shards anyway, so it doesn't matter. Let us talk once the repairs are finished. Hopefully I'll be ready by then. Окей, как установить портал? How do we repair it? I'm not an expert on portals. Which is why I'm here. I already talked to the Holy Yaris about it, and we will give you a handful of able men to help you find the resources.
Wood and stone should suffice. Once they've found enough, just send them to the portal and I'll instruct them. And how do we reignite it? This is where the channeling altar comes in. Channel altar? Yes. Briefly put, it transforms energy, transmutes it. It's really hard to put into words for a layman, but our tribe has used it for generations. And apart from the snake spawn ritual, it's our only means of defense. It's also what I use to maintain those barriers I've conjured around the village. Once the altar runs out of material to transmute, the barriers vanish. Which is why we need to be vigilant that this doesn't happen. That sounds a lot like Shaper magic. They also transmuted metals to fuel their weaponry. Seems like the Hibernians used more Shaper knowledge than we thought. I assume by Shapers you mean the Zarlantep. Yes, the Hibernians used a lot of what they left the world with. Все, давай, поехали. All right, then I best get started. Yes, good luck. I will be here and will prepare the charging ritual. Начинается веселуха. Так, побежали. Well, don't we have workers for that? Chieftain, the outpost has been built. Our borders have expanded. Вопрос. Дальше что? Или только эти три? Building completed. Пам-пам-пам-пам-пам. А там больше территории нет, что ли? Чисто 3 на 3 постах? That's weird. Yes? Yes, a good idea. Corporal, don't we have workers for that? Chieftain, the outpost has been built. Our borders have expanded. Zalraka. Yes? Yes, a good idea. Yes. Huh? Yes, a good idea. Так. Chieftain, the outpost Что? has been built. Our borders have expanded. Blazes, get up, will you? Так. Yes? Подожди, я видел еще один значок, вот этот. A good idea. Так, я понял, веселье. У меня орки? О боже. Building completed. You got it. What do you want? Chieftain, the outpost has been built. Our borders have expanded. Так. Спокойно. Picked up one of our heroes. What do you want? Чё, охренели в таком количестве переть? We're under attack. Help me, for heck's sake. Shit. Yes. Help me, for Our heck's sake. workers are under attack. Да подожди ты. Back on you. Our workers are under attack. What do we need? Our workers are under attack. Blazes, get up, will you? Так. Так, стоп. Our workers are under attack.
Так, спокуха. Chieftain, we need to gather more wood. Да ёкрн, бабай. I need help over here. Our workers are under attack. Our workers are under attack. Спокуха. Well, Corporal. Так, Really? спокуха. building completed. Так. Understood. Так. Fair enough. Let's do this. We're under attack. А? Так, это плевать. Первый отряд, ты разобрался? Жаль. Ой, господи. Лесопилка там работает вообще? Не понять, не могу. Где главка-то, господи? А, вот так вот. Прекрасно. Zarek guides me. Just give Our workers are under attack. Бесишь? We're under attack. What's next? Так. 12. Yes. Стоим. Так. Да, давай, потому что здесь камень, блин. Так, с едой. Лесопилка. Chieftain, we need to gather more wood. Yes. Проще так делать. So, what's the plan? Чё? Змеиный камень. Interesting. These look as though they belong to some kind of mechanism. Так. Подожди еще. Сейчас. Это, конечно, все очень классно звучит. Знал.
Какого хрена минус 7? А, ну да. Our workers are under attack. Yes. You got it. Our workers are under attack. Sure. Really? Our workers are under attack. Our workers are under attack. We're under attack. Так, это мы достроили. Ща, потихонечку. Get up, will you? Yes. We're under attack. Подсодрали немножко, вы знаете об этом? The barrier is gone. To arms, everyone! Я с этим ничего сделать не могу, извини. I need help over here. Что, вы мне предлагаете еще и там защищаться? Our warriors are hungry. Let's find more food. Интересно, а если их убьют? В следующий раз. Все, хватит, у меня уже мозг выезжает. Так. Да не, ну просто у меня уже мозг съезжает с катушек, это уже ни в какие ворота не лезет. 6 часов, я думаю, нормально. Значит, это самое, завтра буду с этим разбираться тогда. Сейчас я ухожу на небольшой перерыв. В 8 я включусь с кочелектором про крестьянские восстания в период Средневековья. Вот. Как странно, что не вся карта можно занять. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Ресурсов там жестко не хватает. И надо, получается, рабочих куда-то кинуть. Куда кинуть? В общем, буду разбираться. Все, всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться и поддержать канал. Пожалуйста. Вот. Увидимся через пару часов.